На улице минус 55. И это Колыма. Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим. Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий, одного из самых чудовищных периодов в русской истории. Через эти места прошло около миллиона заключенных. При этом многие из них никаких преступлений не совершали. Десятки тысяч из них не вернулись отсюда домой. Сотни тысяч вернулись, но с переломанными здоровьем и жизнью. Заключенные ГУЛАГа добывали здесь золото, олово, уран и другие важные ресурсы. Они же построили трассу Колыма протяженностью 2000 километров, одну из самых сложных и опасных трасс России. По трассе Колыма мы и едем из Магадана в Якутск. По дороге мы общаемся с людьми, которые здесь живут. У выпуска, который вы сейчас посмотрите, есть две задачи. Первая — кому-то рассказать, а кому-то напомнить, какой ужас пережила наша страна. Вторая — показать, что на планете есть места, которые, кажется, не приспособлены для жизни. Но даже в этих местах человек может адаптироваться, жить и быть счастливым. Надеюсь, вы смотрите это в тепле. Вперед! Молодая девушка, которая закончила школу, устроилась продавать мороженое и в парке вот с тележкой продавала мороженое, встретила одноклассников, обрадовалась встрече, угостила всех по мороженому. Ну, решила, что она потом деньги просто, когда будет сдавать, она, собственно, их вложит в кассу. И уже вечером, когда она приехала сдать товар на склад, и она не успела рассчитаться за то, что она угостила своих бывших одноклассников мороженым, эту тележку опечатывают, составляют акт, растратчица, и она отправляется как раз на Колыму. И вот эта история, она как раз задокументирована. И это вот просто один маленький штришок, и она не проходит по политической статье, это просто уголовная статья, и она отправляется в лагерь по уголовной статье. Так, стоп. А почему вообще после рэперов, юмористов, музыкантов, актеров и режиссеров мы двинулись к такой сложной и тревожной теме? Причины две. Первое. В октябре 2018 года ВЦИОМ опубликовал социологическое исследование, которое привело нас в ступор. Почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышала о сталинских репрессиях. Мы восприняли это как вызов и ждали момента, чтобы этот вызов принять. Причина номер два. Не знаю, как у вас, но всю свою жизнь я слышу от родителей: ну будь осторожен, ну не привлекай к себе лишнее внимание, ну не высовывайся. И вообще, мы простые люди, от нас ничего не зависит. Мои родители — прекрасные люди, я безумно их люблю. Но они говорят все это десятилетиями, даже в тех ситуациях, где очевидно нарушается здравый смысл, где творится несправедливость и где мы точно правы. Я всегда думал, откуда у старшего поколения этот страх, это стремление мазать все серой краской? Почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание? Моя гипотеза. Этот страх зародился в первой половине прошлого века и через поколение добрался до нас. Среди мест, где этот страх появлялся на свет, Колыма. Для максимального погружения мы проехали всю трассу Колыма, 2000 километров тяжеленной дороги, 9 дней пути и лютый, просто неправдоподобный мороз. Как люди жили здесь тогда, во время репрессий? Как люди, те, кто сидел и кто охранял, жили после? Все это нам было интересно и важно узнать. Все, что узнали, мы рассказываем вам. Рост, тебе так же холодно, как и мне? Мне офигеть как холодно, еле шевелю своим ртом вообще. Хотя ты местный. Но Что это за место? мы находимся недалеко от побережья, куда 4 июля 1928 года высадилась первая колымская геологическая экспедиция под руководством Юрия Билибина. Это люди, которые должны были найти здесь золото и сообщить об этом Сталину в Москву. Все верно. Главной задачей было подтвердить наличие здесь россыпного золота. И как они его нашли? Первая часть экспедиции отправилась изучать побережье Охотского моря, недалеко от Магадана.
Вот, то есть то самое место, где потом впоследствии появился Магадан. Вот, а вторая часть отправилась к устью реки Среднякан, где предположительно было обнаружено золото еще там, в начале 20 века, скажем так. Юрий Билибин написал докладную записку о проделанной работе здесь. Вот, отправил это в Москву, сам поехал с докладом. Собственно, цифры, которые вообще он посчитал, как он сам говорил, потом приводили его в священный ужас. То есть даже по самым примерным подсчетам эта территория через 10 лет должна была дать 100 тонн золота. Впоследствии его слова стали пророческими. Действительно, через 10 лет буквально территория дала 80 тонн золота. Слушай, они были летом, не в это время. Да, 4 июля. Но все равно тяжело. И дальше. Конечно, да, и там был и голод. Был момент, когда даже и падшую лошадь как-то они съели в экспедиции. Был такой, да, интересный момент. Вообще условия, комары конечно, же жрали. Непроходимая тайга, гнус, да, кровососущие насекомые, комары, все это было. То есть даже сейчас с тем оборудованием, которое имеется, да, это вообще не представляется практически возможным преодолеть тот маршрут, который, конечно, у нас есть отважные смельчаки, которые пытаются повторить этот маршрут первой колымской экспедиции, но это очень тяжело, это очень экстремально, а в тех условиях это было вдвойне экстремальней. По состоянию на 2018 год, какие цифры по узникам ГУЛАГа и по погибшим в ГУЛАГе наиболее близки к правде? 20 миллионов человек — это цифра количества людей, которые прошли через лагеря. С 30 по 56. 56. Эта цифра уже, можно сказать, на сегодня она признается всеми историками, и вряд ли она будет значительно больше, и если что-то мы неожиданно откроем. Сколько из 20 миллионов погибли? По этим же самым данным исследователей, это 2 миллиона человек. Сегодняшний Магадан — это 100-тысячный город в 8 часах лета от Москвы. Есть несколько версий, откуда взялось это название, но больше всего верится в то, что произошло оно от ивенского «Монгдан» — ветреное место. Магадан стоит между двух бухт и дует там сильнее, чем заставки нашей программы. Главная достопримечательность — стела «Маска скорби». Ее скульптор Эрнст Неизвестный. Сюда поднимаются все гости Магадана, которые хотят зафиксировать связь города с репрессиями. Первое, что гостей удивляет — лисы. Во-первых, тем, как смело они подходят к людям. Во-вторых, тем, как они выглядят. На бездомных собак они похожи гораздо больше, чем на грациозных животных из детских сказок. В 2016 году маску скорби осквернили вандалы. Красной краской они написали «Сталин жив». Такие звезды устанавливались, как правило, на крыше фабрики. Звезда сама по себе была обтянута полностью красной тканью. Патроны вкручивались в лампочки. Для чего она была нужна? Если заключенные вовремя выполняли план, то есть показатели, да, то звезда вечером загоралась красным светом. Если план был не выполнен, то назначались дополнительные часы работы, и звезда не загоралась. То есть заключенные понимали, что им еще работать и работать. Это Гаранин Степан был начальником сельхозлага с 1937 по 1938 год. И отправили на 10 лет исправительных трудовых лагерей. Он сам был начальником. Сам был начальником. А потом стал зэком. Сам стал заключенным. Вот его фотография, вот он здесь в качестве заключенного. Он считается без вести пропавшим. Был побег 4 заключенных. И вроде как Степана Гаранина сделали консервой. Это на практике очень часто такое было, когда готовили побег, одного назначали, грубо говоря, того, кого одного съедят. В случае... Трое договаривались, что берут 4-го с собой, кого они себе... Вообще у Ростислава 2 работы. На первой он водит экскурсии по краеведческому музею, на второй тренирует детей. Когда-то он был чемпионом города по брейк-дансу, а сейчас учит ему пацанов и девчонок. Ростислав — полноценный участник нашей экспедиции. Он проедет с нами до самого Якутска и поможет понять, как жила Колыма в прошлом веке. Кроме него, мы забираем с собой Артема Ковалева. Если совсем коротко, это магаданский Илья Варламов. Он занимается урбанистикой и страстно болеет за то, чтобы из Магадана не уезжали люди. Они уезжают, причем не только молодые, но и зрелые. Артем проедет с нами почти всю дорогу и поможет разобраться, как Колыма живет сейчас. Мы находимся в бухте Нагаева. Вот туда приплывали корабли вместе с зэками, которые находились в трюмах. Оттуда они направлялись на так называемую транзитку, и уже оттуда их распределяли по разным лагерям Колымы.
скажите, за что вашего отца отправили на Ну, Колыму? это же вопрос риторический, ты мне сейчас задал. За что? Не за что. Ну, как за что? Не за что. Папа, -8, на оба глаза, скромный бухгалтер Аршанский, не состоявший ни в одной политической партии, даже в Бунде, будучи евреем. Семья, человек 10, ее надо было кормить, он был старшим. Работал с утра до ночи, работал и пахал на всю эту семью. 19 августа 1938 года постучали, знаешь, начало романа. В дверь постучали. А он читал эту, ну, это такой уже мем семейный, такая уже легенда домашняя. Он читал в эту ночь «Боги жаждут» Анатолия Франца, где вот это вся ужасы французской революции со всеми этими гильотинами, со всей этой кровью льющейся по слепому стечению обстоятельств, все это вот началось в эту ночь. Сорвали очки, сорвали пуговицы с брюк, их надо было вот так вот держать, и повели в Аршанскую тюрьму, которая до сих пор находится в центре города. Там теперь этот самый лицей иезуитов. Ну, правда, иезуитов. Я когда приехал туда, в Орш, я там много раз бывал, и я им говорил, а вы бы уголок какой-нибудь сделали там, ну, что здесь творилось-то? Ну, жуть же, что творилось. Там же днем однажды папин знакомый врач Тельтов выбросился из окна на допросе, расшибся тут же, конечно, насмерть, и на допрос стали вызывать ночью. Ночью легче допрашивать. Допрашивать отца было не о чем совершенно. Абсолютно аполитичный человек. Ну, что такое 1938 год? Как можно было быть политичным? Страх уже пропитал поры вообще всего общества. Это понимаешь, неосторожное словцо, а папа был очень осторожным человеком и в том возрасте, в котором я его знал. Поэтому на вопрос «за что?» мне нечего тебе ответить. Статья была 58-я, шпионаж в пользу Польши. Польша. Да. Но он слова-то по-польски не знал. Ефим Шифрин, суперзвезда аншлага, обители телевизионного юмора 90-х и первой половины 2000-х, родился в Магаданской области. Его отец Залман Шифрин, один из тех, кто был отправлен на Колыму, а после смерти Сталина реабилитирован. Выбраться с Колымы Залман Шифрин не мог почти 30 лет. То, что он еврей, сыграло какую-то роль в этом? Сейчас я тебе скажу ужасную вещь. Его первый следователь был еврей. Самый страшный и самый безжалостный. Его потом тоже расстреляли. Его фамилия была Гинзбург. Эту фамилию забыть папа не мог, потому что то, что он делал с ним на допросах, это, ну, я без слез не могу рассказывать. Его нещадно били, пытаясь, значит, что-то связать его как-то с бунтом, что он через мать какого-то бундовца в Слониме, как это называется, передавал какие-то шпионские сведения в Польшу. Какие сведения? Бухгалтер был какой-то конторы. Что за сведения? Вообще страна была проникнута шпиономанией до сумасшествия. Потому что я, когда читал «Судьбу барабанщика», я оглядывался. Мы жили в такое время. Ну, шпионы. Слово «шпионы» сейчас утратило смысл. Сейчас есть там почвенники, либералы, враги, общество, государство. Тогда все были помешаны на шпионах. Во дворах мы играли в шпионов. Шляпа — это шпион. Детективы все были про шпионов. «Золотой зуб» — болгарский фильм. Я после него спать не мог, потому что «Золотой зуб» — это вот он шпион. Книжки все были про шпионов. «Тарантул», «Зеленая цепочка». Мы заглатывали эти книжки, всюду были шпионы. Это инерция 1938 года. Кто куда шпионил? Мирхольд был японский шпион. Вообще все репрессированные были чьими-то шпионами. А чего они шпионили и какой такой... Сейчас век там технократский. Понятно, что можно передавать какие-то микросхемы, там чего-то, какие-то пленочки, судьба резидента, ошибка резидента, что-то какие-то технологии, чего-то. Что тогда можно было передать обычному простому человеку туда, особенно в Польшу? Но все в это страшно верили,
и видели друг в другах шпионах. Это довлатовская знаменитая формула, кто написал столько доносов. Но писали же доносы как на шпионов. На кого еще? На саботажников, на... А писали, по-вашему, думая, что донос поможет им обезопасить себя, или просто потому, что крыша поехала у всех? Психологию доносчика я не пойму, потому что я не знаю побудительные мотивы людей, которые писали доносы. Другое дело, мне всегда хочется спросить, у меня в Фейсбуке там вот эта фраза, меня ею затошнило. Все Довлатов, а кто написал столько доносов? Вопрос, зачем их было рассматривать? По какому судебному праву, по какому закону, по какой конституции доносы должны были рассматриваться? Ну, я уж не говорю кем. Особая тройка. Вот, понимаешь, этот новый род судебного разбирательства. 3 человека, бац, и все, и к стене. Ефим Шифрин родился в Никсикане. Это поселок, которого уже не существует. В его окрестностях, городе Сусумане, мы окажемся только через несколько дней нашего пути. А пока наша первая остановка. Лагерная вышка, которую установили прямо среди жилых домов. И многие прямо из окна своих квартир видят этот памятник. Вот так лагерная и повседневная жизнь на Колыме переплетены друг с другом. Среди 200 лагерей, разбросанных по Колыме, есть несколько особенно страшных. Один из них — Бутугачак, в переводе с ивенского «проклятое место». Здесь добывали уран и олово, одни из самых радиоактивных природных ресурсов. Добывали без средств защиты. Зимой до развалин Бутугачага не добраться. Ближайший большой населенный пункт — поселок Усть-Омчук. Это настоящая посуда? Да, это настоящая посуда, которая была найдена на местах лагерей. Такая вот посуда из консервных банок. Они просто переплавляли консервные Они банки? просто их, склепывали там как-то. Вот это рубили утиль, там, допустим, капоты машин, которые уже там ненужные, вот, покрывали оловом, и вот здесь вот написано «Магадан», «Начук». То есть это делали здесь. Вот эта вилка, тоже здесь написано «Магаданский промкомбинат». Зачем придумали ГУЛАГ? Есть 2 причины. Первая. В 20-е годы большевики проводили активную репрессивную политику по отношению ко всем, кто был недоволен новой властью. Очень быстро все существовавшие места лишения свободы переполнились, а на строительство новых тюремных заведений денег не было. Тогда вспомнили опыт первых лет революции, когда классовых и политических противников изолировали и содержали в концентрационных лагерях. Строительство и содержание лагерей обходилось гораздо дешевле строительства и содержания тюрем. Вторая причина. В 1928 году был принят план развития народного хозяйства. Чтобы его реализовать, требовалось много рабочих рук, а их не хватало. На этом этапе возникла идея использовать принудительный труд заключенных. В 1929 году концлагеря были официально переименованы в исправительно-трудовые. Рулить всем этим процессом стало Главное управление лагерей и мест заключения — ГУЛАГ. Одной из задач заключенных ГУЛАГа стало строительство промышленных и инфраструктурных объектов и освоение труднодоступных территорий. 70% поселений ГУЛАГа располагались рядом с крупными городами, где трудом заключенных построили десятки гидроэлектростанций, вырыли несколько водохранилищ и каналов, в том числе канал имени Москвы. В числе прочего, заключенные принимали участие в строительстве 2 сталинских высоток — здании МГУ и жилом доме на Котельнической набережной. В труднодоступных районах узники ГУЛАГа добывали полезные ископаемые, валили лес, строили железные дороги, автострады и целые города — Магадан, Норильск, Воркуту, Комсомольск-на-Амуре, Ухту. То есть бесплатно и в суровых условиях выполняли тот труд, за который в обычной жизни им платили бы деньги. Бывало ли хоть раз, чтобы, изучая какие-то материалы по ГУЛАГу,
вы плакали? Да, и очень часто. И очень часто. Все чаще можно услышать настроение в духе «да ГУЛАГ, но там же все равно в основном были уголовники». Уголовники, а невинных там, в общем, и не было. Так говорят сейчас. А как было на самом деле? Ну, на самом деле уголовников действительно было больше. Но это не значит, что все уголовники были столь уж виноваты. Больше всего это были воры. Но были воры, которые сидели по статьям Уголовного кодекса, это 162-я, и были те, которые сидели по статьям указа. Были указы 1932 года и указ 1947 года, это после голодных годов наших, да, после голода. Были такие указы за хищение соцсобственности. Вот по этим указам очень много тоже сидело. Как его еще называли, закон о колосках, то есть за мелкую кражу. Пионер Щеглов Коля, 23-го года рождения, из села Порыбушки, в августе сего года сообщил официальным путем через почту начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец Щеглов Иван Николаевич занимается расчищением совхоза строительных материалов. Был арестован и был найден большое количество материалов дома у этого Щеглова. Пионер Коля Щеглов, который знает, что такое советская власть для него, для всего народа, увидав, что родной отец, он ему теперь не родной, этот отец ворует социалистическую собственность, он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить как врага народа. Вот какие люди у нас, товарищи, есть. Вот какие пионеры у нас есть. Вот где наша сила и мощь в народе. Если в колхозе ты забираешь себе домой 10 колосков пшеницы, Да. ты получаешь Ты получаешь 7 лет лагерей. лагерей. И переезжаешь из Беларуси, Украины, Да. любого района Черноземья Да. в... Или 10 лет. Вот по закону 1932 года давали только десятку. По указу 1947 года давали от 7 до 10 лет. А за хищение по статьям Уголовного кодекса, 162 и другие, значит, там давали от 3 до 5. То есть я обчистил квартиру, Да. я получил от 3 до 5. Да. Я взял 7, 10, может быть, там. я взял 10 колосков колхозных, я получил 10 Да, лет. могло быть и такое. Вот, то есть наказание было неадекватно содеянному. Та статья, которая у нас называется контрреволюционной или политической, да, это 58-я статья или соответствующие ей статьи уголовных кодексов других республик. По ним где-то было до 25% сидело. Но это не значит, что все там были белые и пушистые. Там были те, которые действительно сотрудничали с немцами и всяко разно. И были те, которые сидели за анекдоты. Если вы не верите, что в лагеря сажали за пустяки, давайте рассмотрим пример одного из самых известных узников Колымы. Даже если вы совсем не застали советское кино, вы точно знаете Георгия Жонова. Это тот самый человек, который играл добродушного гаишника в великой комедии «Берегись автомобиля» и пилота в фильме-катастрофе «Экипаж». В 1938 году 23-летний актер Жонов должен был сниматься в фильме «Комсомольск». И в поезде познакомился с американским дипломатом, который ехал во Владивосток. Разговор Жонова с американцем был замечен сотрудниками советского кино. Жонов был арестован, обвинен в шпионаже и приговорен к 5 годам лагерей. На всякий случай зафиксируем это отдельно. 5 лет рабского труда за простой разговор с иностранцем. В 1955 году Жонов был полностью реабилитирован, сделал выдающуюся актерскую карьеру и прожил очень долгую и очень насыщенную жизнь. Он умер в 2005 в возрасте 90 лет. Я правильно понимаю, что Бутугучак — один из самых страшных лагерей, который был на Колыме? Да. Потому что, и не только потому, что там добывали кроме олова еще уран, но и потому, что это одно из самых ветреных мест в Магаданской области. Количество дней с метелью
значит, там приходится 107 дней в году. А в 1952 году их было 100, по-моему, 40 с чем-то дней в году. То есть метели там могли быть и летом. И там снег слешивался, его можно было только пилить или рубить топором, потому что это была вот такая, как доска. Воды там не было, там летом был снег. И чтобы пить, просто... Да. Георгий Жонов в рассказе «Саночки». Самое выносливое существо на свете — человек. Чего только ему не приходилось преодолевать. Голод, холод, болезни, одиночество. Зверь гибнет, человек живет. Особенно русский человек. В руках каких только политических авантюристов не побывал русский человек. Вся история народа российского есть бесконечная борьба за жизнь, за выживание. Кедр, я Заря-1, зажигание. 12 апреля 1961 года случился первый полет человека в космос. Руководителем этого невероятного проекта был вот этот мужчина с рацией в руке. Сергей Королев, главный человек советского космоса, Илон Маск того времени и один из прямых предков всех тех технологических удовольствий, которыми мы с вами пользуемся сейчас. Глядя на эти переполненные улицы, на эту всенародную радость, почти невозможно поверить. За 2 десятка лет до этого полета Сергей Королев был отправлен отбывать наказание в исправительно-трудовые лагеря Колымы. День 27 июня 1938 года резко изменил жизнь моего отца и всей нашей семьи. В этот день отец мой был арестован органами НКВД. Конечно, после ареста Тухачевского и Демана, а потом Клейменова, Лангемака и Глушко, которые работали в институте, реактивном институте вместе с моим отцом. Клейменов был начальником этого института, Лангемак был главным инженером, занял место после моего отца, а Глушко был занимался двигателями. И после их ареста, конечно, мой отец предполагал, что эта участь может и затронуть и его тоже. Но, конечно, все люди надеются на лучшее, правда? Всегда надеются на лучшее. В этот день моя мама рассказывала мне, что она возвращалась с работы около 9 часов вечера. Мы жили тогда на первой квартире моего отца, которую он получил на Конюшковской улице. Она назывался дом 28. Около зоопарка эта улица находится. Около подъезда мама увидела 2 людей, мужчин, которые курили и приглядывались к прохожим. У нее сжалось сердце, она мне рассказывала об этом. Она бегом поднялась на 6-й этаж. У нас лифта тогда не было. Мы жили на 6-м этаже. В маленькой квартире там было 2 комнаты. Одна 12 метров, а 11 метров. Мама поднялась на 6-й этаж, отец был дома. Она ему рассказала о том, что она видела у подъезда вот этих людей. Он сказал, наверное, это за мной. Он сказал, я сегодня продал облигацию и купил пластинку. Давай ее послушаем. И эта пластинка у меня находится в домашнем музее. Вот она лежит там. На одной стороне метелица, я ее потом достала просто. А на другой стороне в «Опеле» Березенка стояла. Пластинка, конечно, старого образца, безусловно. Они послушали эти песни и молча, не раздеваясь, не зажигая свет, они сидели до вечера. До позднего вечера, когда 11:30 ночи раздался стук в дверь. На вопрос «Кто?» сказали из НКВД. Пришли те 2 и управдом в качестве понятого. Посадили моих родителей на диван. Меня в это время дома не было, потому что был июнь месяц. Я была на даче у бабушки вместе с моей няней Лизой. Посадили моих родителей на диван, запретили их вставать и предъявили ордер на арест и обыск. И начали вытаскивать все вещи из шкафов, всех там из шкафа. Даже вытаскивали
посуду и даже лекарства. Мама увидела, как один из НКВДшников положил себе в карман малахитовые запонки, которые подарил мамин отец Максимилиан Николаевич на свадьбу моих родителей. Но сказать об этом она, конечно, не решилась. Ну, так продолжалось до 6 утра. В 6 утра ему сказали, чтобы он собирался, что его увезут сейчас. Он посмотрел на маму, конечно, он буквально не узнал ее. Он сказал: да, ты пережила эту ночь. Она собрала ему там пару белья, с пола подняла, положила в чемоданчик зубную щетку, там зубной порошок тогда, и хотела проводить его. Он надел на себя единственное кожаное пальто, которое у него было, и он сказал: ты же знаешь, я ни в чем не виноват. Она хотела проводить его до машины, но ей сказали: не положено. Его увели. В окно лестничной клетки она увидела, что его посадили в машину и увезли. Ну, после этого мама вообще даже, она рассказывала мне, что она не могла даже плакать. Она буквально стонала, ходила по квартире и стонала. Потом она позвонила свекрови, маме Сергея Павловича. Марья Николаевна, все время боялась, что отец может покончить с собой, потому что из-за этих арестов, этих товарищей, которые были в институте. А у него было оружие, он был военный тогда, военный институт был. Она очень боялась. Мама сказала: Сергею больше нет. И повесила трубку. Бабушка схватила такси, приехала вместе с дедушкой на Конюшковскую. Она первым делом спросила: он жив? Да, жив, но его больше нет. Его арестовали и увезли. Бабушка сказала: слава Богу. Мама сказала: вы не поняли, наверное, Марья Николаевна, его арестовали. Как можно благодарить Бога, когда такое несчастье случилось? Нет, раз он жив, мы будем бороться. И она действительно потом включилась в борьбу за своего единственного сына. Однажды к нам приходит человек среднего роста, коренастый. Здравствуйте, соколики, он всех так называл летчиков. Он очень долго с нами беседовал. Рассказывал нам о будущих космических полетах и говорил, что это будет в скором будущем, что в следующий год мы полетим на корабле «Восток». Это мы не верили, что дальше у нас будут корабли «Союз», дальше будут орбитальные станции и дальше, дальше, дальше. Все это нам даже трудно было как-то представить. Ну, конечно, ее положение как жены арестованного мужа было незавидным, потому что мы жили очень бедно, конечно, в то время. Кроме того, мама все время думала о том, что, может, ее могут арестовать тоже, потому что жены иногда тоже арестовывали. У нее был собраны вещи на всякий случай. В коридоре стоял такой чемоданчик. И она устроилась еще на одну работу. Она работала, кроме того, что она работала врачом Боткинской больницы, она устроилась в поликлинику и еще брала ночные дежурства на скорой помощи. Дежурила по 13-15 суток в месяц, потому что надо было помогать еще, содержать семью и помогать отцу. В этот день все ареста деньги были отобраны? Отобраны были. Все деньги, которые были в наличии, они все были отобраны. Кроме того, надо было решить вопрос, как быть с моей няней Лизой, потому что денег платить ей не было, абсолютно не было. На следующий день Лиза приехала с дачи, бабушка ее прислала с дачи, и Лиза сказала, она была украинка, кстати, украинка, молоденькая девушка, которая была моей няней, потому что она, мама работала. И она сказала, что нет, она просит ее оставить, и мы будем жить на ее деньги, которые она получила от нас, пока, потому что она не хочет не оставлять нас, она очень нас любит, нашу семью и все. И она, конечно, была очень преданным другом таким. Когда мы вернулись с дачи уже к осени, потому что дача не отапливалась, и было холодно, уже стало холодно, то соседский мальчик, с которым я играла на нашей лестнице, был такой мальчик. Ему было 4 года, мне было 3 года.
Он вдруг мне сказал: моя мама не разрешает с тобой водиться, потому что твой папа арестован. Я плакала, прибежала к маме, сказала: он не хочет со мной водиться. А мама была очень расстроена этим обстоятельством. Она сказала, что не надо гулять больше во дворе, хотите гулять в зоопарк. И все, с няней. Хотите гулять в зоопарк с няней и бабушкой, не надо гулять во дворе, ни с кем водиться не надо. Конечно, она была очень расстроена этим обстоятельством, потому что действительно от нее все шарахались. А люди, которые хотели с ней общаться всегда, она была очень красивая, очень общительная, очень обаятельная. Мама моя потомственная итальянка, фамилия ее Винцентини. А люди переходили на другую сторону улицы, потому что она была женой арестованного мужа. Даже некоторые хирурги отказывались ей ассистировать на операциях. Она была хирургом, травматологом, ортопедом. Отказывались ассистировать на операциях, потому что она жена арестованного мужа. Такой был страх ужасный, жуткий страх. После первого полета Гагарина начался подлинный штурм космоса. В звездном городке упорно тренировались все новые космонавты. Они улетали, и всегда их провожал и встречал на космодроме главный конструктор. В космос полетела первая в мире женщина Валентина Владимировна Николаева-Терешкова. Королев воплощал в жизнь новые планы. Впервые в открытый космос вышел Алексей Леонов. Во время полета он стал как бы живым спутником Земли. Отца привезли в Бутырскую тюрьму. Там ему написали, он заполнил анкету арестованного, в верхнем углу которой было написано «вредит». У меня есть копия этой анкеты. Обвинения предъявляли ему за то, что по 58 статье, за то, что это пункты 7 и 11, подрыв промышленности и организованное участие в организации троцкистской вредительской организации. Ну, как всем, наверное, в то время это было. Он написал в этой анкете, признаюсь себя виновным. Допроса, первый протокол допроса, он написал: нет, не признаю, я ни в чем не виноват. Но, конечно, следователям надо было обязательно получить от него признательные показания. Поэтому они принимали репрессивные меры, так сказать. Они его избивали, они сломали ему челюсти, что послужило причиной того, что в них могли ввести интубационную трубку, когда его оперировали. В день операции 14 января 1966 года он умер на операционном столе. У него было сломаны челюсти две. Вот. Но он не признавался. Тогда следователь применил такой психологический прием. Он сказал: если ты сегодня не подпишешь обвинения вот эти, которые тебе предъявляют, то завтра будет арестована твоя жена, твоя дочь отправлена в детский дом. И поэтому отец согласился с этими обвинениями и подписал их, решив, что он будет все отрицать на суде. 27 сентября состоялся суд. Ну, суд какой был суд? Это судила тройка во главе с Ульрихом. Тройка. И отцу, конечно, предъявили обвинение, что он член вредительской троцкистской организации. И главное обвинение было в том, что разрушил ракетный самолет, который целым невредимым стоял во дворе института. Он говорил: поезжайте туда, посмотрите на этот самолет. Они говорили: нет, подписывай обвинение, когда следователи допрашивали его. Ну вот, короче говоря, и приговор был такой: 10 лет исправительно-трудовых работ. И отцу не дали ничего сказать в свое оправдание. И потом увели его. Представляете, я представляла себе, что он мог почувствовать безвинный человек, который не служил своей стране и все делал для ее обороноспособности своей страны, которую он очень любил. Патриот был своей страны. И его предъявили такое обвинение ему. Сколько людей сидело за дело, а сколько были невиновными?
Точно без вины в разные годы сидело от 25 до 30% заключенных, то есть в среднем около 600 тысяч человек ежегодно. Больше всего осужденных шло по указам Президиума Верховного Совета, которые принимались в обход Уголовного кодекса и нередко противоречили ему. Документальная история репрессий показывает, что аресты и расстрелы осуществлялись в том числе по лимитам. В каждую область спускались планы, которые необходимо было выполнить. В ответ области составляли встречные планы, по которым просили увеличить число арестов и смертных приговоров. Вот, например, Анастас Микоян, мы его уже показывали в этом видео, просит увеличить квоту по Армении. Там есть еще много людей, которых обязательно нужно наказать. Часто эти планы составлялись на основе домовых или телефонных книг. Реальными преступниками выбранные люди не были. Что-то вроде лотереи с жуткими последствиями для тех, кто в нее проиграл. Когда мы заехали в этот поселок вчера вечером, было минус 52 градуса. Сейчас утро и значительно теплее, минус 43. Мы хотим визуализировать, что такое мороз за 40. И для этого мы сделаем давний фокус, который в народе именуется якутский салют. Мы, если что, еще не в Якутии, мы в Магаданской области, и выглядит этот салют вот так. Артем, напомни, где ты родился? Это поселок Мяунджа. Это такое же холодное место, как и то, где мы сейчас. Это 700 километров от Магадана, и там также холодно. Как жить и расти, когда полгода в году примерно так? Но когда там живешь, и тем более ты маленький, ты, мне кажется, вообще не замечаешь, что есть какой-то холод. Хотя перед тем, как выйти на улицу, ты должен просто полностью хорошо одеться. Обычно там дети, у них видны там только глаза, там шарфы, шапки, там одна шапка, вторая шапка. И ты вот идешь, выходишь. Вообще, когда я был еще в детстве, я открывал там двери с подъезда, из тепла ты выходишь и представляешь, что ты как будто там в космос, на какой-то космической там... На Луне. Да, какой-то Марс, там, Луна, неважно. То есть это космос, и ты вот идешь там в школу, шагаешь. То есть мы, в принципе, все свое детство мы провели на улице, у нас не было каких-то проблем с холодом. То есть мы к этому относились очень спокойно. Что ты про трассу Колыма скажешь? Трасса Колыма, она ошибок точно не прощает. Да? Если ты распиздяй конченый, нехуй ехать сюда. Я вот так скажу. Если машину ты не подготовил. А что значит подготовить? Ну, машина должна быть, в принципе, ухожена, утепленная. Если это зима, она должна быть утепленная. У тебя должны быть все на случай, на всякие случаи. То есть теплая одежда, там валенки, топор, спички. Вы не глушите машины, да? Конечно, потому что можно ее просто не завести потом. Если мы сейчас ключ повернем, и она заглохнет, то мы не заведем ее. Не, мы ее заведем, но были случаи, когда просто останавливались в поселках, глушили машину и шли, брали чай, либо кофе, поворачиваешь, и ты ее уже не можешь завести. Мы привыкли к тому, что на Дальнем Востоке овощи и фрукты стоят в пару раз дороже, чем в центральных регионах России. Но к стоимости топлива, которое добывается совсем не в Москве, Краснодаре или Тамбовской области, привыкнуть невозможно. Если вдруг вы не водите машину, в Москве дизель стоит 47-48 рублей за литр, а на трассе Колыма 72 рубля. То есть в 1,5 раза дороже. Мне топливо до 35, на улице 48, пожалуйста. Вот такие суровые дальнобойщики Колымы. Но вроде бы и машины качественные, а соляра желает быть лучше, да? Разве ты не жесть, что он делает? Загореться не может? Или только бензин взрывается, а соляра нет? Да нет, ну там же паров нету. И даже, я тебе скажу, полный бак, он никак не взорвется. Взрыв идет из-за чего? Из-за испарений, из-за паров взрыв идет.
Так. Но из-за соляру я никогда не слышал, чтобы... Да ты ее даже вылей на асфальт и попробуй ее поджечь, ты ее не подожжешь. Ой, это жесткая жесть, конечно, сочувствую я ему в такие морозы попадать в такую ситуацию. Но это опять же хромает качество соляры. Она не настолько зимняя, насколько она должна быть. Или либо указанная в документах. В Магадане, в принципе, ее зимней как таковой, наверное, и нету, потому что они ее мешают с летней. Ну, вот, например, летним соляра не продалась, а куда ее деваешь? Никто не будет выкачивать, правильно, с этих емкостей. Перемешали с зимней, все, ништяк, пацаны, зимняя, течет соляра, как слеза, заправляйтесь, едьте. А так, сука, простоять, вот так, проморозить руки и машину вот это проморозить, блядь, я бы, ну, не знаю, я бы приехал, наверное, сжег бы, наверное, заправку. Ну, конечно, нельзя так говорить, но просто люди не понимают, что обычные работяги работают в таких суровых условиях жизни здесь, морозы. И просто еще, бля, помимо этого, что они платят, сука, 73 рубля за литр соляры, они еще и ебутся со своими машинами. У меня однажды был случай, когда мы возвращались из командировки в такую же суровую зиму и встретили на трассе машину, которая заглохла. То есть это было сразу понятно, потому что мы, как только подъезжали, уже видели, что изнутри все покрылось льдом. Из машины открылась дверь, нам выбежал навстречу водитель, он кричал нам, что только не бросайте, только не бросайте. То есть, ну, было понятно, что машина заглохла, и все. До ближайшего населенного пункта 50 километров. То есть это, ну, это очень страшная ситуация. А для того, чтобы такие ситуации не происходили и человек мог спастись, если случится нечто подобное, есть пикеты экстренной связи. Это специальные контейнеры, они автономные. И человеку нужно добраться до него, нажать на кнопку, будет открыта дверь, автоматически будет связь с МЧС, сюда выйдет спасательная служба, человек в этом контейнере, там включится отопление, нагнетание воздуха теплого, там есть аптечка, сухпайок, одеяло, даже зарядка для телефона. Здесь также работает сотовая связь, и в таком контейнере человек может находиться в течение суток до прибытия спасателей. Мы ехали по дороге, и была французская группа у нас, снимали гулаговскую тему. И просто на дороге, то есть далеко от населенного пункта, туда сотку, где-то вот посреди трассы просто сидел на обочине, замерзал кот. Было где-то около 40 градусов, наверное, мороза. Проезжаю мимо, говорю, о, кот, говорю. И все, французы, давай заберем. А у нас был просто трэш-маршрут еще. Нам было в Тополиное, Аймикон, потом Магадан. То есть этот кот всю дорогу ездил с нами. Они купили ему питание, купили ему туалет. И он сзади гонял с вами? Да, он на торпеде вот здесь прямо на машине спал. На торпеде? Пока вы ехали? Да, он на торпеде спал. Плюс, приехав в Магадан, оформили ему там документы, сделали, поставили ему прививки. И уехал на ПМЖ во Францию. И все, живет там постоянно, сейчас там фотографии присылает. То есть он должен был умереть просто на дороге, да? А в результате оказался, ну, мы даже между собой шутим, блядь, надо было мне, говорит, выйти на дорогу, чтобы меня во Францию забрали. Было бы прикольно. Когда едешь по Колыме зимой, один вопрос не дает покоя. Все члены нашей экспедиции были одеты примерно одинаково. Утепленные термоноски, специальные ботинки, именно два слоя термобелья и на ногах, и на верхней части тела, непромокаемые штаны, пуховик, шарф или, как в моем случае, баф, шапка, варежки, капюшон. Это специальный комплект, в котором легко можно высадиться и в Антарктиде, но в котором на Колыме все равно не хотелось находиться на улице дольше получаса. И вот вопрос. Если даже нам, укутанным в самую современную экипировку, было тяжело, то что чувствовали и как работали заключенные ГУЛАГа? Одежда у них была совсем другая, а вот морозы те же. Отец в 1984 году умер, к сожалению, по болезни, потому что, ну, тяжелое время здесь было все-таки, суровое время было, когда рассказывал, что и волоса примерзали в бараках, голову поднимают, оторвать не могут, потому что за ночь пошла оттайка, и волосы примерзли. Вот. Вы спрашивали у него, например, о такой технической вещи, как одежда?
Вот мы здесь в специальном оборудовании. Одежда, ватники, штаны. У кого была поддевка, это была Это был радость. шик. Валенки. Если валенки протирались, валенки это была роскошь. Обычно какие-то ботинки были. Не ботинки, сапоги терзовые. И портянки. Шапка. Шапка, ушанка. Все. Как можно жить и работать на минус 50 в такой одежде? Выживали. Выживали. Бараки были неотапливаемые. Буржуйка стояла где-то в начале барака. И все. Она до конца барака не доходила, поэтому волоса и примерзали. Во-первых, заключенные жили в палатках, брезентовых палатках, которые натягивались на каркас. Это были палатки 7 на 21 метр. Очень, конечно, отапливались они только бочкой. Из бочки была сделана, железной бочки была сделана печка, как бы. Туда дров не было, угля тогда на мальдяке не было никакого. И поэтому они просто ветки, сухие ветки туда подкладывали, протаскивали туда, в эту печку. Это было очень холодно. Они одевали бушлаты, такие длинные телогрейки, такие до колен. Потом валенки были одеты на них, ватные штаны и шапки-ушанки. Но это было очень холодно, потому что на Колыме морозы начались гораздо раньше, чем где бы то ни было. И очень тяжело еще было то, что заключенных, политических, так называемых, политических, направляли на самые тяжелые работы. Надо было добывать руду. Вот эту руду, из которой надо было на бутарах вымывать золото. Они откалывали руду такими кирками. Вот это она, да? Вот эта руда, вот эта вот руда такая. Это мне дали руду, когда я была на Мальдяке уже. Да, мне дали. Там просвечивает золото. Видите, золото просвечивает немножко. Ну вот, на все вопросы, если они жаловались там кому-нибудь, начальству, лагерное начальство отвечало: вы отбываете наказание, мы за вас не отвечаем, если вас не станет, привезут других. Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо. Клетки мозга ссохли. Это был явный материальный процесс. И Бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечно. Так и душа. Она промерзала, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Артур, минус 55 на улице. А ты мороженое ешь. Все с тобой в порядке? Мороженое из холодильника. И всего лишь минус 15. Я греюсь. Знаешь? Ему дали 10 лет лагерей и пожизненное поселение в районе Дальстрой без права переписки. Вот эти 10 лет были. А переписка закончилась, переписку, которую потом разрешили, закончилась женитьбой на моей матери и моим рождением, потому что они с мамой познакомились по переписке. Она при этом жила где? В Орше. В Орше, Беларусь. Да. И по переписке это был тогда метод знакомства такой, да? Ну, Аналог... подожди, прошла война. Мальчиков нет, девочек нет. Значит, все ринулись знакомить друг друга. Друг с другом, друг через друга. Надо было как-то соединять. Передачи Агнии Барто еще не было, по-моему, «Ищу человека». Вообще, война кончилась, все стали искать друг друга и знакомить друг с другом. Вот в Варшанской школе работал папин брат и мамина сестра. Мамина сестра была преподавателем русского языка и литературы, папин брат был математикой и физикой. И как-то в разговоре, в еврейском разговоре, надо же как-то познакомить, этот самый, выплыл папа.
О том, что, значит, там сидят на Колыме и за Уральскими горами невинные люди, знали уже, ну, все. Это такая была формула умолчания, никто, ну, всем было понятно, что ни за что, и их не рассматривали как уголовников, рецидивистов, у политических заключенных была какая-то своя даже какая-то, может быть, какая-то даже род привлекательности, потому что это были люди, ну, в основном образованные, и женитьба могла бы быть выгодной партией просто. Толковые, но угнетенные. Да? Толковые, но угнетенные. Они списались. Папа вложил туда свою фотку вот эту в робе. Вот. Мама, очевидно, положила свою. Мама красивая была женщина, папа нет. Да еще лысый. И еще этот самый, он сфотографировался без очков, он страшно близорукий был. Ну, в общем, влюбиться в фотку эту нельзя было, там при всем желании. Но она влюбилась, потому что он очень кучеряво писал, он знал несколько языков, и этот самый, и по-русски хорошо формулировал, хотя в семье у нас говорили на идиш. Ну, что делает мама? Весной 50-го, по-моему, года. Ну, сейчас взял бы билет на самолет, да? Сел, приземлился там в Магадане, потом пересел бы и в Сусумане. Ну, ничего подобного. Значит, это целый эшелон, значит, до Владивостока. Сколько там суток? 8, наверное? 7-8, да. 7-8 суток. Потом морем. Потом нет. Сначала надо было в Магадан переместить. Морем. Да, морем, да. Понимаешь, тогдашние эти самые паромы, эти теплоходы, парусники, не знаю что. Это же набитые, как сельдью бочки, людьми. Это вообще... Понимаешь, там не было по расписанию, автобус 314 приходит в 12:10. Это когда придет, тогда придет. И поезд это себе я тоже очень хорошо воображаю. И по фильмам, там, которых насмотрелся в детстве, вот так вот. В общем, комфорт она испытывала, конечно, отменный. Да, вольная женщина поехала, немножко сумасшедшая, потому что мама дерзкая была, она ее ничто не могло остановить. Она поехала к этому человеку. Через год у них родился ребенок. Это мой старший брат, с которым мы росли порознь, к сожалению. Ему было 2 года, его отправили к бабушке в Оршу, потому что он родился в пору, когда не было ничего, вообще ничего. Для детей ничего. А потом, значит, случилось вот чего, и я на этом остановлюсь. А потом, значит, он забеременел 2-й раз, и рожать надо было где-то, это надо проверить, километров 40 или 50 от Магадана, от Сусумана, там не было своего родильного отделения, в поселок Никсикан. Ну и в кабину, естественно, сел какой-то дядька, которому нужно было в Никсикан по делам. Грузовика. Грузовика с портфелем. Ну, а мама, естественно, в кузов. Ну, Колымская трасса, она не такая гладкая, как хайвей между там Нью-Йорком и Чикаго. Ее растрясло все. Ребенок там запутался в пуповине, или что-то он родился мертвым, его назвали Мариком, похоронили там же на Никсиканском кладбище. И в 41 год она решилась родить меня. Вот так вышло, что жизнью, значит, смертью этого человека, смерти этого человека я обязан своей жизнью. Марик, такой вот незнакомый мне Марик, наверное, очень хороший, наверное, был бы славным парнем, но лежать ему суждено в Никсикане, которого уже нет. Буквально всех поразила цинга, потому что никаких витаминов не было, питание очень было скудное, и Сергей Павлович тоже заболел цингой. И вот у нее выпали все зубы, почти все зубы. Он писал потом, что он потерял 13 зубов на Колыме. Потом у него на ногах появились такие коросты буквально. Он не мог уже ходить буквально. И в конечном счете он слег. Не мог, кроме того, староста, который был из уголовников, он лишал его пайки, буквально пайки лишал его, посылал на самые тяжелые работы, потому что возмущался тем, как он себя ведет. Вот. И в один из этих дней в лагере появился Михаил Александрович Усачев, который был директором завода, на котором был построен самолет, на котором разбился в декабре 1938 года разбился Чкалов.
И поэтому, конечно, Усачева сразу арестовали. А Усачев был мастером спорта по боксу, тренером по боксу он был. Он был очень сильный физический человек. И когда он приехал в этот лагерь, он понял, что надо староста поговорить как следует со старостой на таком языке, понятном ему. Он вызвал этого старосту и иди показывай свое хозяйство. Они же шли в палатку, где лежал мой отец, и староста сказал: а здесь король лежит из ваших, и он уже не встанет. Усачев подошел к этим нарам, там были двухъярусные нары, и увидел моего отца, с которым он был знаком по работе, до ареста, конечно. И он увидел, в грязных лохмотьях лежал мой отец. Он пришел в ужасное состояние. И Усачев поразился, как он мог дойти до такого состояния. Он поговорил с этим старостом, наверное, по морде ему дал, потому что староста довел до такое состояние. Потребовал, чтобы отца перевели в лазарет, медчасть, чтобы его сделали ему усиленное питание, чтобы заключенные, эти уголовники, отдавали ему часть своей пайки. И отец в конечном счете поправился там, ну, в какой-то степени. Встал на ноги, по крайней мере, потому что Татьяна Дмитриевна Репьева приносила сырую картошку из дома, которой натирали десна, эти заключенные, которые болели цингой. Потом из сланника варили еловые шишки, заваривали там. Больше никакого лекарства не было, никаких витаминов уже не было. Но это все-таки помогало в какой-то степени. Перевязывали простыни какие-то, рвали, бинтов не было, перевязывали раны на ногах там и так далее. И отец в конечном счете мог встать на ноги и вернуться. И потом, когда он уже был главным конструктором, он, конечно, нашел этого Усачева и взял его себе на работу в ТКБ заместителем главного инженера. И я слышал, что Усачев не самым дисциплинированным был на этой работе. Усачев на этой работе, немножко он любил выпивать там и все. И начальник, его начальник там сказал, что пожаловался Сергею Павловичу. А Сергей Павлович сказал: что бы он ни делал, ты его пальцем не тронешь, потому что он спас мне жизнь. И все. А как-то мне не везло ужасно. Вот я просыпаюсь утром на этих самых нарах. Справа человек умер или слева, однажды с двух сторон сразу. Ну вот зачем-то я зашел в медпункт. Так вот там мне сказали: а тут был один ваш. Кто? Они между собой переговорили, говорят: Королев. Я о Королеве слышал просто, но знаком с ним не был. Вот это первая встреча. Прямо скажу, как нас выводили на работу. Толпой все идут к воротам. Ну, это обычно рано, ну, темно, конечно. Там 3 ряда проволоки колючей. Значит, люди строятся по 3. Разводящий командует конвоирам занять свои места. А это вот что. Значит, впереди становится один с винтовкой, сзади с винтовкой и несколько дальше с пулеметом. Ну и так вот несколько поодаль, пара собак справа, пара собак слева обычно. На столбе этот громкоговоритель всегда играет одну и ту же песню. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. И вот под это вот раздается вот эта самая команда, что шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвою приказываю стрелять без предупреждения. И стреляли. Свободная, вольная красавица. Ну, мне кажется, она была очень красивая. Которая едет такой дорогой. Я проверял себя. Я думал, что это я вот как сын так себе придумал или нет. Нет. Когда маму хоронили, и она была уж совсем, значит, бездыханной. Ну, в жизни в ней не было, она лежала в гробу. И я стоял рядом с папой, и я думал, что же он скажет. И он мне вот так тронул за рукав, говорит: посмотри, какая она красивая.
а ей было уже 77 лет. То есть вот эта запечатленность такая красотой, да, красоты ее, она вот в нем жила, когда про нее уже так сказать нельзя было. Лежал труп, и я стоял только, значит, это ручьями все. А папа говорит, какая она красивая. Во время пребывания Сергея Королева на Колыме за его свободу отчаянно боролись мама и жена. В Верховном Совете СССР, это что-то вроде сегодняшней Госдумы, среди депутатов были летчики-испытатели Валентина Грязодубова и Михаил Громов. Они поддержали семью Королевых и помогли отправить дело на пересмотр. Из лагеря в Мальдике Сергей Королев был вызван в Москву, снова в Бутырскую тюрьму. Возвращаться нужно было через Магадан и Владивосток. И дальше он прибыл в Магадан. В Магадане был сформирован этап на пароход «Индигирка», который уходил 8 декабря. И Сергей Павлович мог на него успеть, но сказали ему, что мест нету, потому что этап уже сформирован, и мест нету. На этот пароход он попасть не может. Он очень горевал по этому поводу, потому что надо было ждать следующей навигации. Понимаете, какой пароход там пойдет еще. А это спасло ему жизнь, потому что Индигирка, в Охотском море был шторм, и Индигирка налетела на рифы. И все заключенные, которые были в трюме, погибли. Погибли в страшных муках. Когда ваш отец смог вернуться? Реабилитировали его в 55-м. Тогда встал вопрос, а ехать-то куда? Ну, куда ехать? Во-первых, деньги нужны. Ну, какие у человека, который только что, значит, мыл руду, какие деньги? Во-вторых, куда? В Орш он ни за что. Хотя там жила мама, он сказал, что он не сможет проходить мимо... Мимо чего? Мимо людей, тюрьмы. которого посадили? Нет, мимо тюрьмы на центральной улице. Она в центре Орша стоит, до сих пор стоит. Ну, она там вся крашеная, вся теперь уже католическая, вся такая с башенками. Не сможет проходить мимо нее, потому что он не сможет в этом городе находиться. И мы там провели еще 10 лет, потому что надо было куда-то выбираться. Потом пошли эти хрущевские льготы, оттепель. В этих книжках про Сталина можно красным карандашом было вот так его всего перечеркивать, и тебе за это ничего не будет. А книжки все были. Сталин, Ленин, барельеф. Везде. Все странички. Детство Сталина, детство Ленина. Детство Сталина, если книжки можно было рвать. Вы так делали? Конечно. Я его первым делом перечеркал красным карандашом. И еще сцепился с кем-то из детсадовских детей, который, я сказал, что он предатель. А он мне сказал, нет, Сталин хороший. И мы с ним сцепились страшно. И я ему этот самый, чтобы его взбесить уже до пены на губах, вот это вот перечеркнул. Вот это я помню. Это мой первый поступок в жизни. Для поднятия духа заключенных специалистов руководство НКВД разрешило им свидание с родственниками, ближайшими родственниками. Мама получила такую открытку о том, что мы можем приехать. Она со мной может приехать в Бутырскую тюрьму для свидания. Я, конечно, не знала, что мой отец был арестован. Мне было уже 5 лет. Мне говорили, что мой папа летчик, он летает, у него важная работа, и он сегодня прилетел, и мы можем его увидеть. Потом он опять улетит. И мы пришли в этот двор Бутырской тюрьмы. Я помню, там очень маленький дворик. Вошли на 2-й этаж, поднялись в комнату. Там стоял стол и 4 стула. Мы с мамой сели на свои 2 стула. И с другой двери вышел мой отец и с охранником. Я сразу его спросила, папа, как ты мог сесть на твоем самолете здесь, где есть такой маленький дворик? Он не успел ответить, ответил охранник. Он сказал, эх, девочка, сесть тут далеко, а выйти оттуда очень трудно. С 1940 по 1944 год Королев работал в конструкторских бюро тюремного типа. Сначала в Москве, а потом в Казани. Сергей Королев был полностью освобожден из заключения в июле 1944 года.
Артур, что за сумасшедший параллельно с нами ехал на велосипеде в сторону Якутска? В WhatsApp-группах прошло сообщение от девчат. Ребята, срочно, у кого есть знакомые на палатке, на Карамкене, едет велосипедист из Италии или из Испании и говорит на тарабарском языке. На улице минус 30 еще там было, сейчас уже подъезжали к Ягодному, минус 55. Его нашли на перевале, в палатке. Пал, рядом стоял велосипед, все покрылось изморозью. Его бедного разбудили, достали. И сейчас последняя информация, что его везут в Магадан, в больничку. Обморозился. Кругосветное путешествие Юэна Макгрегора, который играл в «Звездных войнах», оно же было и через Магадан тоже. И именно после его приезда в Магадан сюда потянулся караван вообще мотоциклистов. Он на мотоцикле, если он что, на мотоцикле, совершал. он написал книгу, и теперь из Европы регулярно, ежегодно совершаются мотопробеги, просто собираются толпы мотоциклистов. У нас в прошлом году был фестиваль международный, приезжали с Китая, с Кореи, с Монголии, с Лондона, с Америки, с Мексики приезжали мотоциклисты. Именно. И весь этот трип по всей стране зовется Road of Bones. 7 лет я уже проживаю в Магадане. Попал случайно вообще. Кент приехал ко мне на материк в гости. Сказал, здесь хорошие лыжи, сноуборд, можно покататься. И начальству сказал, я поехал, пацаны, съезжу в Магадан. Но они, конечно, смеялись, говорили, ты что, невменяемый. На лыжах покататься можно в другом месте. Ну, так я прилетел сюда. Кент меня, короче, киданул на деньги. Мои же деньги, которые я ему выслал. И я, короче, жил месяц на съемной квартире на Дошираке. На газете увидел, смотрю, требуется автомойщик. Нищак, думаю, что там мыть машину. Взял тряпку, швабру и погнал. Устроился на мойку, платили 1000 рублей за смену. И я понял, надо переходить на новый уровень. Я им налепил именно, что я химчистки делаю, хотя не знаю, как их делать. Ну, короче, все сработало именно четко. Начали платить, в принципе, неплохо. Но я понимал, что билеты дорого стоят вылететь. Ну, когда у меня уже просто своих клиентов было тьма тьмущая, мне только хотели, чтобы я им помыл машину. Ну, люди довольны были качеством моей работы. Меня просто начальник увидел, что, реально, а я был на проценте, там, по-моему, 25% от заработка, что приносит мойка. То, короче, когда я получал зарплату, он мне просто киданул вместо 80 тысяч, он заплатил мне 30. Ну, я ему сказал, аривидерчи, Азазель, пошел ты нахер. Ну, мне, в принципе, этих денег уже хватало на билет. И так я пересекнулся со своей нынешней женой. Она как раз тоже заехала на мойку машину мыть. Ну и так, на веселе, как обычно, на позитиве. Смех, шутки, праздничное настроение. И все, она говорит, давай, короче, лети, я тебя жду, прилетай. А куда лететь там? Я как раз в данный момент летел на Украину. Ага. Вот. Ну, прилетел домой, там родители побыл, и все, через 2 недели я прилетел уже в Магадан и начал искать уже работу другую. Мы находимся в санатории Талая, это больше 200 километров от Магадана. Здесь есть лечебный источник, лечебные грязи, и сюда люди приезжают, чтобы восстановить свое здоровье. В свое время был обнаружен источник, который мог лечить болезни, то есть люди пили эту воду, у них улучшалось пищеварение, в общем, можно было лечить различные болезни. И в советское время было принято решение о том, что на этом месте, прям в лесу, можно сказать, да, то есть здесь ничего вокруг практически нету. Было принято решение, что здесь необходимо строить санаторий и использовать эту воду для того, чтобы лечить, помогать людям. Советский шик немножко поистрепался. К сожалению. Что можно с этим делать? Вообще, если бы я разрабатывал концепцию этого места, то я бы во главу угла поставил путешествие в прошлое. Сейчас это тоже путешествие в прошлое. Мы не показываем наши номера, чтобы не обижать никого. Но это путешествие в прошлое.
Ну, основная мысль, что и гоняться с Турцией, там, какой-нибудь Египтом, нет никакого смысла. Они... Прости, просто за окном минус 50, и это особенно забавно. Ну, я вообще про дизайн и Да. общий подход. И, на мой взгляд, было бы круто, если бы ты приезжал сюда, попадал в такой в хороший советский шик, что ты бы мог поставить, послушать пластинку, пофотографировать на пленочной... Пластинку Утеса. Да, то есть, любую музыку. Главное, чтобы у тебя была возможность именно поставить пластинку. Ну, то есть, были какие-нибудь артефакты прошлого, которые бы ты смог с ними непосредственно повзаимодействовать. Пофотографировать на пленочный фотоаппарат, потом, соответственно, тебе бы там пришли эти фотографии. То есть, вот давить на... Почитать реальную, настоящую книгу. Здесь практически нет интернета, или скорее вообще его нет. Ешечка. Здесь ешечка, да. Так же, как на Ямале. Вот, то есть бумажная книга, пленочный магнитофон или пластинка, то есть чтобы здесь было наполнено именно... Да-да-да? Не кричите здесь, интервью. Мы тихонечко. Который интервью взяли. Идите спать. Сейчас, мы через 10 минут идем спать. Артем Ковалев — важный человек творческой интеллигенции Магадана. Он работает в Краеведческом музее, но свою задачу видит так — объяснить всем, что Колыма — это не только лагеря. В своем блоге он пишет, как улучшить общественное пространство в городе. Делает видео о том, как красиво здесь бывает летом. Советует нам когда-нибудь оказаться на озере Джека Лондона. Посмотрите, оно и правда потрясающее. И дарит открытки, которые рисует его жена. Про шапку, если что, чистая правда. Даже в лагерной теме Артем ищет примеры не столько невыносимых страданий, сколько героического созидания. В свое время я узнал про музыканта, композитора Всеволода Задиратского. Я пришел в музей на ночь музеев и просто вот гулял и смотрел, и меня очень зацепило. То есть это был композитор, он преподавал цесаревичу Алексею музыку. Да, он был его учителем, потом, так сказать, события так развернулись, что он попал на Колыму, и здесь, в лагере, он написал целый цикл музыкальный, фортепианный, без инструмента, просто на обрывках бумаги. И его музыку впервые сыграли там через практически 50 лет. То есть человек делал эту музыку для вечности. То есть это, конечно, непростая музыка для, наверное, обычных людей, она тяжело воспринимается. Стоя в музее перед витриной, тут же залез в iTunes, набрал Всеволод Задиратский. У меня не было наушников, я вот так поставил телефон и слушал, и меня просто, конечно, эмоционально давило это все. Потому что это очень тяжело. Если не забыть с собой книги и скачать несколько сериалов, в санатории Талая действительно можно забыть об истории этих мест. Ну и если не знать, что в 15 минутах ходьбы от него заброшенная зона. Здесь находились первое время одни из самых опасных вообще преступников, которых привозили именно в этот лагерь. Почему она в таком состоянии? В 2005 году здесь произошла авария. 300 заключенных, которые здесь уже отсиживали свое наказание, и они были переведены все уже на юг и в Магадан. А что за авария? Там произошел взрыв, весь лагерь остался без отопления в морозы. Ты сам видишь, какие есть морозы, просто нереальные. Но она строилась еще во времена ГУЛАГа, запустили ее в работу уже после всех репрессий, то есть полноценно начала функционировать с конца 50-х годов. В сталинские времена здесь не сидели? В сталинские времена здесь не сидели, да. То есть здесь сидели уголовники, вот, как я уже сказал, в основном. Но она типовая? Она типовая, да, в принципе. Строили на всей территории Колымы. Вот, камеры, в принципе, ничем не отличались от других. Вот такие, как здесь, в принципе, такие везде были. Поселок Ягодное. Именно здесь родился Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ. Его семью сослали в Сибирь в 30-е. Юрий Юлианович жил здесь до 7 лет. Мы с Жендосом, нашим опорным редактором, не смогли удержаться от того, чтобы не сфотографироваться у дома, где когда-то жил один из самых достойных мужчин сегодняшней России. Сейчас главная звезда поселка
Иван Паникаров. Он переехал сюда на золотые прииски 37 лет назад и остался. Познакомившись с бывшими заключенными ГУЛАГа, он стал собирать музей памяти. Делает это он прямо в своей квартире. Одна комната для жизни, другая для музея. Это 20% всего, что у меня есть. У меня есть гараж, благо нету машины у меня. Полный гараж. Часть я сейчас увез в Дом культуры, делаю там. И часть вот у меня здесь за этими дверьми архив. Это цель моей, смысл моей жизни всей. Я хочу людям рассказать правду. И о негативе, и о позитиве. Но о хорошем у нас не принято говорить как-то. Давайте поговорим с 37 по 39. В эти годы было, да, страшное было время здесь, да. И вся история Колымы именно сводится к этим 2 годам. Мы, в общем, и называем и Колыму, и планета смерти, и костей. Тут в интернете там черти что есть, понимаете? Вы сейчас проехали, да, ну, 600 километров, да, и как раз зиму захватили настоящую, 50 градусов, да? Да. Представьте себе, в то время тут ни света нету, ни дорог нету. Вы сейчас по дороге ехали, там, да, где-то бензин заправлять. Вот тут вообще ничего нету, да? Вот как можно было здесь золото взять это? То есть вы хотите задать мне вопрос, что важнее? Нет, добыть нет. золото или использовать Нет. рабский человеческий труд? Ясное дело, что рабский труд – это не выход. Тогда ответ – никак. Ну, тогда бы мы, возможно, уже давно бы были под американцами, хотя мы скоро уже будем тоже под ними, или под кем-то другим. Дело-то в том, что вот выиграли войну мы, тут еще от Колымы многое что зависит. В годы войны около 400 тонн золота добыто на Колыме было. Большая часть ушла на оплату ленд-лиза. Самолеты тут перегоняли. Мы, наше поколение, мы очень хорошие получаемся, очень умные. Да, что мы раскопали столько, мы вот знаем, что как стреляли, как там вешали, как голодом морили, как морозили. Мы знаем, вот какие наши отцы и деды были сволочи, а? А мы хорошие какие. Приезжие журналисты, особенно из Европы, всегда шарахаются от резких высказываний Паникарова. Но не надо думать, что этот человек оправдывает ГУЛАГ и жестко топит за то, какими методами осваивалась Колыма. Все значительно сложнее. И вот пример. Про Колыму есть стереотип. Во всех здешних лагерях перемалывали людей. Во всех здешних лагерях перемалывали здоровье людей. Многие из них гибли от голода и невыносимого труда, но именно расстрел применялся выборочно, как правило, в качестве дисциплинарной меры. Но было несколько мест, где открывался настоящий филиал ада и куда людей везли именно на убой. Один из этих лагерей, Серпантинка, находится в получасе езды от Ягодного. Это страшное место. Это вот касается 1937-1938 года, когда арестовали Берзина Эдуарда Петровича, это первый начальник Дальстроя. По планам было расстрелять, значит, по первой категории 5000, там, по второй там, до 10 лет, там, 10 лет, в общем. Стреляли здесь, вот на Серпантинке, в Саусуманском районе, Мальдяк-Приз, там, и в районе Магадана где-то. И вот на Серпантинке там, значит, там сколько было расстреляно, никто не знает. В 91 году, вот я, в частности, потом Святослав Владимирович Тимченко, Царство Небесное ему, он тогда в газете работал в «Северной правде», я работал в строительной организации тогда, но мы с ним на этой теме сдружились, в общем, и мы разыскал Святослав двоих, разыскал бывших узников на Серпантинке, в живых оставшихся. Вот. И один из них проезжал, рассказал, где эта Серпантинка была, и мы в 91 году, в мае, установили там камень. Вопреки райкому партии всем. Да, как раз мы находимся вот недалеко от этого распадка, где как раз находилась так называемая Серпантинка, два рва.
было вырыто. Один чуть повыше, другой чуть пониже. Вот. И, собственно, людей выставляли поначалу перед первым рвом. Шла работа над вторым рвом, и весь грунт, вся порода, которая была выкопана, она засыпала людей, которые падали в первый ров. То есть вот такая вот технология была. Когда уже первый ров был заполнен, начали расстреливать возле второго рва. Тут же был поселок рядом, да? Был поселок Катынах, да, недалеко отсюда. Это как раз-таки он одно время был центром Северного горно-промышленного управления, где работали геологи, вольнонаемные граждане. То есть свободные люди, которые Свободные просто... люди, да, которые занимались как раз-таки добычей золота. Вот. И они, кстати, в большинстве случаев, они даже не знали о том, что здесь происходит. Долгое время они вообще даже не подозревали. Заводился трактор по ночам, чтобы, ночью, как правило, тихо, работа не ведется, да, в обычном поселке, чтобы не слышали криков, выстрелов. Заводили несколько тракторов, и они заглушали вот этот вот звук расстрелов. Что такое большой террор? Так принято называть период 1937-1938 годов. Самый кровавый период политических репрессий. За это время было расстреляно 681 692 человека. Термин «большой террор» был введен британским историком Робертом Конквистом в 1968 году. В нашей стране этот период принято называть «Ежовщиной» по имени народного комиссара, то есть министра, СССР Николая Ежова. Ежов возглавил НКВД в 1936, а уже через 3 года был арестован, обвинен в подготовке антигосударственного переворота и расстрелян. Николай Ежов не был реабилитирован. Что это за двери? Это двери, которые имеют отношение к лагерям, к тюрьмам. И, собственно, это наша коллекция дверей. И отсюда начинается экспозиция Музея истории ГУЛАГа. И двери, которые мы некоторые привозили из экспедиций, а некоторые нам дарили сотрудники Федеральной службы исполнения наказания. И это дверь из московского здания Никольская, 23. Это военная коллегия Верховного суда. Это в 1937-1938 годах. Это главный репрессивный узел большого террора. Военная коллегия Верховного суда — это то место, где выносили приговоры, причем дом называется «Расстрельный», и на самом деле есть документы, в которых написано при военной коллегии Верховного суда постановление привести в исполнение высшую меру наказания немедленно. И если это обозначалось немедленно, то, собственно, я в этом здании был, и подвалы, которые там... как инфраструктура, она позволяла, собственно, производить там расстрелы. И это дверь в подвал? И это дверь из подвала до этого дома. А дом прям называется «Расстрельный» в народе? Да, даже можно в Гугле посмотреть, и там, собственно, расстрельный дом. Что сейчас на его месте? Сейчас этот дом находится в частной собственности, и еще недавно была информация о том, что собственник этого дома хочет открыть там парфюмерный бутик. Кто такой Блохин? В общем, это человек, который, даже не просто он причастен, а сам являлся, собственно, палачом, и на его счету, как говорят, тысячи, собственно, людей, которых он расстрелял. И это задокументировано? И это задокументировано, и есть даже воспоминания других участников расстрелов, которые видели, что у Блохина был там такой специальный чемоданчик, с которым он приезжал на расстрелы. И в этом чемоданчике был специальный костюм, кожаный фартук и краги. И вот просто вот этот сам внешний вид, он поражал даже других расстрельщиков. И это был его такой рабочий костюм. И это воспоминания, собственно, сотрудников. Чтобы не заляпаться? Да. Мы в городе Сусуман. Это редкий случай, когда можно записывать разговор на центральной улице города, потому что машины здесь ездят
раз в несколько минут. Здесь находится станция юных техников. Здесь ребята, школьники обучаются. Здесь кружок авиамоделирования, ракетомоделирования. А в 1986 году руководитель вот этой станции юных техников Александр Смирнов уговорил местные власти о том, что здесь можно будет установить вот эту кабину. Ее привезли из Магадана за 700 километров отсюда. Поставили вот с 1986 года, она здесь стоит. Слушай, а они из помещения внутрь могут пройти? Да, конечно. То есть это действующая кабина, то есть ты просто из здания проходишь, ты можешь сесть за кресло пилота, посидеть, посмотреть, там лампочки, все работает. Если 20 лет назад Россия сидела на героиновой игле, то сейчас она сидит вот на такой, на кредитной. Деньги друзьям. Приводите друзей, получайте займ. Ого, беда и боль. Реклама микрозаймов растянута у главного торгового центра Сусумана. В нем все просто и компактно. Музей ГУЛАГа прямо в холле, с соседней дверью магазин линолеума. Главный и в музее, и в магазине один и тот же человек. Михаил Шибистый. Насколько я знаю, вы общаетесь с Тумановым, который, как известно, друг Владимира Высоцкого. Да. И мы не можем не спросить, как вы относитесь к переименованию аэропорта Магаданского в аэропорт имени Высоцкого? Дорогие товарищи, не надо ничего переименовывать. Отличное название аэропорт «Сокол». Весь Сусуман бурлит от возмущения. Говорит, как так можно переименовать? Хотите назвать набережную имени Высоцкого? Ради бога, памятник его стоит. Я думаю, вполне достаточно. Он всего здесь на 2 дня приехал. А как он приехал? Вы знаете эту историю? К своему товарищу приехал. И, так, вскользь. По легенде говорят же, что это вообще какая-то спонтанная история была. Он был в аэропорту, увидел надпись «Магадан» ближайшего рейса и полетел. Это близко к правде? Видимо, эта песня как раз что мне надоело ждать на Одессу, я поеду, полечу в Магадан. Может быть, не знаю. Мы уже говорили, Сусуман — город, в котором рос и Ефим Шифрин. Но такие дома начинали здесь строить, когда его семья уже собиралась отсюда в Латвию. Не удивляйтесь курьим ножкам. Так строят на вечной мерзлоте. Ванну я увидел где-то в 65-м году, живую. Вот что там вот люди моются. В 9 лет? В 9 лет, потому что в Сусумане стали строить первый какой-то дом. И мой одноклассник Саша Мисропян повел меня посмотреть, какая это будет квартира. Я первый раз увидел ванну. И я думал, а куда же мы уезжаем, если у нас скоро будет такая же, наверное, если мы переедем. А там же еще и холодная вода, и горячая. Я про горячую ничего не знал. Колыма — это вообще это комары. Но они злющие, как охранники Сталина. Это просто что-то, это зверье просто. Это мошка, которая птицы просто. Знаешь, как в анекдоте, сестра. Уберите птицу, они огромные. Что у тебя за медаль висит? На Мяунджу приехал, забрал хоккеистов в команду, хоккейную команду. Мы поехали на Амсукчан. У них проходил там чемпионат. Это юниоры? Да, юниоры. Вот, я их привез туда. Нас поселили, встретили хорошо. Тренер у них такой, ни рыба, ни мясо. Такой, нету стержня такого, ляща срезать там. Крикнуть на пацанов, чтобы играли. Пацаны расслаблены. И я так понял, что надо тренера подвинуть в стороночку и приложить свою голову и свои наставления пацанам. Зашел в раздевалку, взял клюшку у вратаря, по-моему. Говорю, так, пацаны, если проигрываете, говорю, я просто этой клюшкой вас буду лупонить. И они вроде смеялись. Я говорю, так, соберитесь, тряпки. Но я вам отвечаю, вы мне будете ехать в холодной машине назад на Мяунджу. Я вам печки, все выключу, будете замерзать. У них была ссора в команде между вратарем и игроками. Они накинулись на этого вратаря бедного. Говорю, вы понимаете, если перед игрой вы его будете долбить, морально именно его, ты там шайбу не словил. Так хули ту шайбу ловить? Это, блядь, вот такая. И с какой скоростью она летит? Конечно, хуй, это же не мяч такой круглый, блядь. Потому что ты на море там надул, ртом надул, кидай, лови. Так и то даже такие мячи не ловят. А тут шайбу, блядь, слови. Конечно, его это взбесило, блядь. Он обиделся, наверное, так. Я так думаю. Я говорю, пацаны, давайте помиримся, будем командой единой такой сильной.
Ну, я смотрю, вратаришка этот паренек тоже, ну, такой, аж почувствовал себя, поверил. Вышли они на лед, и мы с командой у Стемчика давай им еще подкрикивать. Ну, там, давайте, пацаны. Короче, они этот матч, они реально его выиграли. Так они заняли второе место, и когда пришло время награждения мест, там, первые места давали, второе Мяунджа команда заняла. Меня позвали на лед. Я такой вышел, такой. Я говорю, давайте кубок, пацаны, я сфоткаюсь. И когда раздавали медали, то мне дали мне, кстати, тоже медаль, вот она. Сказали за то, что ты типа как второй тренер, вот тебе медаль. Растрогался ты? Конечно, мне было приятно. Так пацаны вообще, это такое ощущение, это я за них так переживаю. Так они со мной как сдружились. Реально как с семьей какой-то, знаешь, стали, отвечаю. Прям так четко было. Мировая достопримечательность Колымы — город-призрак Кадыкчан. Раньше здесь добывали уголь и жили почти 6 тысяч человек. В 1996 году на шахте случился взрыв, погибли люди, шахта была закрыта. Жители стали переселять, и в 2010-м он полностью опустел. Люди со всего мира пригоняют сюда, чтобы или просто посмотреть на эти руины, или переночевать в одном из заброшенных домов. Но мы решили заехать в Мяунджу. Поселок, хоккейную команду которой так лихо тренировал наш водитель Антоха. Мяунджа стоит в 15 километрах от Кадыкчана, и здесь еще можно зафиксировать, как именно жизнь уходит из Колымы. Люди еще есть, ну и вот такие заброшенные улицы тоже. Это твой родной поселок? Да, это мой дом. Почему здесь, вот именно на этой улице, пустые дома и вот такой вот дом культуры? Да многие поселки потихонечку опустевают, люди уезжают. Среда становится такой, природа отвоевывает. Здесь недалеко, когда я в свое время уезжал, один из домов на крыше росло дерево, а когда я приехал этим летом, на 5-м этаже был лес. Твоя мама и сестра переехали в Геленджик. Да. Ты остаешься здесь. При том, что в том числе с твоим родным поселком не все в порядке. Я сейчас не призываю, а просто спрашиваю. Почему ты остаешься? Потому что я, несмотря на вот весь этот постапокалипсис, я люблю место, где я родился, я люблю свой край, и я хотел бы, чтобы он, наоборот, расцветал, а не то, что сейчас происходит. А есть шанс на такой расцвет? Есть надежда, у меня есть надежда. Нет явных таких показателей. Логических предпосылок? Да, какой-то логики в том, что вот вдруг на этом месте станет все хорошо. Но у меня есть та самая надежда, что все это изменилось. На территории поселка Мяунджа нет ни одного общепита, а нам еще гнать 320 километров, это примерно 5-6 часов с местными скоростями. У нас не было места для того, чтобы развернуть свои припасы и перекусить. И в местном спортивном комплексе к нам отнеслись так, как и должны относиться к путникам в суровых условиях. Нас не просто впустили, нам предоставили один из кабинетов для того, чтобы мы развернули все свои колбасы, сыры и прочие припасы и спокойно пообедали. Русский север. Где мы находимся, расскажи сейчас. Сейчас мы находимся в спортивном оздоровительном комплексе. Его нет на этой карте. Его нет, он где-то вот в этой зоне. Это, наверное, лучшее место в поселке. Здесь есть бассейн, здесь есть спортивный зал, здесь можно играть в футбол, баскетбол, есть сауна, качалка, там, настольный теннис и так далее. Здесь такое место притяжения. Ну, то есть одно из нескольких мест, где можно спрятаться от холода и безделья. Собственно говоря, когда я был маленький, ходил в школу, обычно как минимум каждую пятницу мы приходили сюда, здесь плавали, играли, и после этого выходили, там, садились в автобус, и в минус 50 нас там везли домой, там, минус 40. Вот, это были, одни из самых приятных воспоминаний о детстве. Интернет медленный, да? Интернет медленный. Есть Wi-Fi у кого-нибудь дома? Я думаю, что есть. И вопрос в том, что он безлимитный, он ли не безлимитный. Ну, почти все. Здесь с интернетом плохо. То есть это, если бы здесь был хороший и достаточно недорогой интернет, жилось бы, наверное, поинтереснее. По разным данным, конечно, с Колымы уехало там от 5 до 8 тысяч. От 5 до 8 тысяч. За год? За год. За население в 140-150 тысяч? В самом городе 98 тысяч. А на всей Колыме? На всей Колыме, да, примерно там около 146 тысяч. То есть это огромные цифры. Огромные просто. Это высокие цены. Цены
даже вот взять зарплату, средняя зарплата на Колыме, ну, в Магадане, если говорить, да, это 30 тысяч средняя. Помидоры 550 рублей за килограмм. Просто даже огурцы можно взять. Да, любые продукты, они очень дорогие. То есть и взять любой другой город, там средняя зарплата может быть чуть-чуть пониже, но и там стоимость на продукты гораздо ниже будет. То есть там будет проще жить в этом плане. То есть а если еще взять человека, у которого 2 детей, там квартира, не квартира, коммуналка, там, то есть там ничего не остается просто. Какие у тебя планы? Всю жизнь собираешься здесь прожить? Нет, всю жизнь я 100% не собираюсь здесь жить, потому что здесь, во-первых, я не вижу перспектив для своих детей. Мне кажется, надо переезжать где-то в теплые края, где-то Краснодарский край, может быть. И, во-первых, ты там будешь, если жить, переехать в Краснодар, грубо говоря, ты живешь в отпуске. Тебе не нужно тратиться, собирать деньги на билет, чтобы слетать даже на самое обычное море, даже в тот же самый Геленджик съездить. Я могу даже назвать, там, наверное, топ-3 городов, куда едут магаданцы. Это Белгород, это Краснодар и это Санкт-Петербург, наверное. Очень много магаданцев в этих 3 городах живет. В Белгороде там целая улица магаданцев проживает, да, то есть там... Почему Белгород? Ну, многим как-то вот по атмосфере, по климату, наверное, он более-менее подходит. Это вот действительно так, очень много магаданцев уезжает. Ты тоже хочешь уехать? Ну, в планах, да. В планах у меня есть такое желание даже уехать из Магадана. Думаю, в Питер ехать. Тут все понятно. Это очень красивый город с такими возможностями, где на каждом шагу тебя ждет просто масса интересных занятий. Твои кореша, когда услышат это, они не скажут: фу, предаешь Магадан, предаешь город, в котором родился? Ну, кто-то меня поддержит, а кто-то может сказать, конечно. Ну, тут тоже нужно смотреть, у кого какая жизнь. Если вот у меня есть друзья, которые все устраивают. Куча там ипотек, куча кредитов, куча всего, выходных нет. Ну, чуваку нравится такая жизнь, ну окей. То есть он говорит: я люблю Магадан, мне он очень нравится, ну просто шикарный. Я не понимаю, потому что, конечно, любить можно город за многое, но любят в основном этот край за природу. Блин, ну мы же не в лесу все живем. Как бы рыбаков, охотников у нас 15-20%, наверное. И остальные это обычные работяги, ну, как бы, поэтому я не понимаю, когда говорят: тут все здорово, менять вообще ничего не хочу, все зашибись. И таких людей я не понимаю, даже их мнение не хочу слушать. Вот. А есть, которые действительно скажут: блин, чувак, красава, пока молодой, надо валить. Ну, надо было раньше тогда делать что-то, чтобы оставлять здесь молодежь. Пока я не вижу тут каких-то перспектив, чтобы молодежь хотела тут действительно остаться. Ты не собираешься уезжать с Колыма? Сегодня нет. А и завтра тоже. Я не исключаю такой возможности. То есть жизнь покажет. Может быть, мне придется уехать из родителей. Может быть, мне придется ехать с детьми, чтобы их устроить в учебное заведение. У меня сын уже 13 лет, поэтому очень скоро уже. А он что говорит? Он хочет валить в Москву, Питер, читать рэп, снимать видеоблоги? Да. Он хочет, ему здесь некомфортно, он видит жизнь в других местах, не такую, как здесь. Ему наскучили эти морозы. Чувствуют ли себя жители Колымы оторванными от России? Я думаю, да. То есть это даже есть такая фраза «поехать на материк». То есть мы себя чувствуем, как будто мы находимся на острове. То есть единственная возможность улететь с этого острова, там в кавычках, это самолет. И, конечно, мы себя чувствуем оторванными. И не единственное. Еще есть трасса, как раз-таки Колыма. Но летом ее размывает, по ней практически невозможно ехать. Ну, ездят, конечно, но убить ходовку там у автомобиля, там, тут, не дай бог, вообще не доехать. То есть мало кто вот так вообще ездит своим ходом. В основном как бы люди копят. Поэтому, да, есть такое ощущение у многих людей, что чувствуют себя оторванными от нормальной жизни. Приезжаешь вот туда, вот посмотришь, там вот это развито, ого, вот здесь такое здание, а здесь вот так вот, а здесь вот так тебя обслужили. Ну, приезжаешь в Магадан, к сожалению, этого всего не получаешь. Не стоит, просто я считаю, что это место бросать.
То есть многие обиделись, многие почувствовали себя брошенными, решили уехать. Это, ну, по крайней мере, не мой путь. То есть моя задача, в которую я в том числе вижу, это разбираться и делать все, что возможно, на своем уровне. Если бросать, то получается вот такое. Целыми семьями приходили в этот день колхозные труженики на сельскую почту. Простой и короткий адрес на телеграфном бланке. Москва, Кремль, товарищу Сталину. Узнает Иосиф Виссарионович из этих строк, что и семья агронома Мальцева от всей души желает ему счастья, здоровья, многих лет жизни. Не только нити телеграфных проводов, но и невидимые нити душевной связи тянутся со всех концов страны к Москве, к Кремлю, где живет и работает Сталин. Нескончаемый поток писем и телеграмм устремился отовсюду в Кремль. И если собрать их вместе, то это будет грандиозная по содержанию, прекрасная и величественная поэма о жизни, о счастье, о подвиге советских людей, о бесконечной любви их к вождю. Он писал Сталину письмо. Из Новочеркасской тюрьмы он написал Сталину подробное письмо. Но, конечно, оно, видимо, не дошло до него, скорее всего. Но он не верил в то, что Сталин причастен к этому делу. Он не верил, наверное, в это. Вы же в курсе, что Сталин был в курсе всего? Конечно, в курсе всего был. Сталин, безусловно, был в курсе всего. Но какая-то мания была такая шпионажа, мания шпионажа, что везде шпионаж, что везде будет подрыв, везде какая-то контрреволюционная деятельность и так далее. Это было просто ужасно. Во всяком случае, когда умер Сталин, отец мой написал такие записки его. Я привожу их в своей книге. «Умер наш товарищ Сталин». Он не пишет там «дорогой такой, любимый», а просто «умер наш товарищ Сталин». Очень тяжело он переживал эту утрату. Тяжело. Это не ирония, это наша тяжело. Семья тоже тяжело переживала. Все плакали буквально. Я очень хорошо помню это время. Март 1953 года, я учился уже в институте. Мы все хотели пойти проститься со Сталиным. Плакали буквально все. Поголовно все плакали. Мама тоже плакала, и бабушка плакала, и все, мы тоже все плакали, не знали, что с нами будет. Потому что Сталин был тогда богом, буквально богом был в то время. Как вы относитесь к Иосифу Сталину? Замечательно. Замечательно. При всем том, что был отец репрессированный, посажен незаконно. Когда с его подачи он нас приучил, что Сталин это был молодец. Он выиграл войну, и когда они собирались с земляками, пили, выпив, они пили все время за Сталина. Был обязательно тост за Сталина. Это уже в 70-е, 80-е годы, пока вот он был жив. Как вы это объясняете? Он нанес ему, по сути, он изменил всю его жизнь. И не факт, что в лучшую сторону. Ну, вы знаете, я так понимаю, что это не сам Сталин. У нас же сколько народа, которые исполняли эти приказы. Это же не сам именно, не лично Сталин был, а именно те люди, которые другие. Почему-то такое было отношение, что Сталин молодец. Сталин выиграл войну, Сталин восстановил страну, Сталин был, наверное, кумиром. Но видите, как все равно народ воспринимает Сталина как победителя, как героя. И не как тирана, и не как... Давайте уточним. Это не только отец воспринимает, но и вы тоже. Да, да. Я могу сказать, что у нас в доме это имя вообще не вспоминали. Вообще. Вот это, знаешь, как матерное слово. У нас никогда оно не произносилось. Потому что Сталин... Я вырос с сознанием, что это чудовище.
что это человек... Ну, еще, знаешь, что сработало? Появились же книжки. Я рано начал читать, и вот эту зеленую или синенькую книжечку, материалы 22-го и 20-го съезда, я зачитал до дыр, потому что это был детектив. Это были не сухие доклады Брежнева, которые читать нельзя было, там что-то какие-то рапорты о том, что все хорошо, и скучища такая, ну, не детская. А это граф Монте-Кристо. Потому что Хрущев выступил с разоблачениями, там какие-то имена были, Леша Сванидзе, что он сказал перед смертью, как был убит Киров. Это круче Монте-Кристо было, потому что это все касалось папы. Вот, значит, папа, ну, слово реабилитирован, я не знаю, выговаривал я его тогда или нет, но, наверное, сразу научился выговаривать. Но папа сразу становился таким, как все. Ну, весь поселок был такой. Но там, правда, были еще и вольнонаемные. Но этот самый... Сталину до сих пор я цапаюсь там что-то в Фейсбуке с этими упертыми людьми и понимаю, что это все равно, что с религиозным человеком говорить о Боге. Ну, я не владею даром убеждения, я атеист. Ну, я считаю, это тиран из тиранов, и тут к нему только отрицательное отношение. В этом году я была в отпуске и была в Варшаве. Там есть музей Сталина, домик-музей. Вот. Я туда даже не стала заходить. Почему-то вот даже переступать не хотела этого. Виноват во многом он. Во многом. Но Сталин всю жизнь проходил в кирзовых сапогах или в хромовых там, да, и в шинели, да, и никуда не ездил. Но это не значит, что это хорошо. Нет. Говорят, это миф про кирзовые сапоги. Он вполне роскошно жил. Еще бы не хватало, чтобы он жил так, как сейчас я живу, да? Ну, вы же сказали про кирзовые сапоги. Ну да. Ну и сейчас соглашаетесь, что все было не так. Он роскошно жил. Ну, я не буду отвечать просто, понимаете? Я вы считаете, я не одабриваю его, понимаешь? Но если я сейчас что-то начну говорить хорошее, и там я в Москве встречаюсь в мемориале, я там постоянно ругаюсь, да, что как вдруг что скажешь хорошее, ты одобряешь прошлое, одобряешь Сталина. Так нет, давайте не одобрять, а просто приведем несколько примеров, что, на ваш взгляд, он сделал хорошего. Тут я не собираюсь с вами спорить. Я так сразу, что плохое, это ясно. Тут уже с детства мы знаем, что да, ГУЛАГ стреляли, там голодом морили, да. Ну, если я сейчас скажу, что так грубо, что выиграл войну, да нет, не он выиграл, народ выиграл войну. Конечно, народ выиграл. А то, что шли в бой и за Родину, за Сталина кричали, это ерунда вроде бы, да? Это не считается чем-то, ну, каким-то плюсом, или как выразиться, я не могу сказать как. Но вы сейчас можете мне сказать, да, то, что он делал плохое, и то, что хорошее, да, плохое перевешивает. Конечно, я согласен с этим, да. Но не надо умалчивать и о том, что он делал хорошее. Но то, что плохое перевешивает, вы согласны? Ну, конечно. А как вы спустя годы относитесь к Иосифу Сталину? Лично вы, не отец, а вы. Вы знаете, очень трудно сказать, потому что для нас, для всех Сталин был буквально богом. Конечно, после 20-го съезда партии, на котором было рассказано Хрущевым о тех злодеяниях, которые были сделаны, все это очень трудно судить об этом. Но, конечно, много было и хорошего, но то, что были репрессии, это, конечно, было ужасно. Это было ужасно, потому что многие люди погибли. Слава Богу, что мой отец не погиб. Это счастье, что его спасла. Вот судьба его просто спасала, понимаете? Но многие люди, конечно, погибли, это было ужасно. И, наверное,
Сталин был, конечно, знал об этом, но многое было, конечно, сделано и хорошее. Например, то, что при Сталине была какая-то дисциплина более стойкая такая, более хорошая. Потом то, что Сталин не уехал из Москвы, когда враги стояли, фашисты стояли у стен, буквально у стен Москвы. Это тоже было. Парад на Красной площади состоялся. Ну, трудно судить, конечно. Конечно, я осуждаю его, безусловно, осуждаю его за то, что такие репрессии были. Он не мог не знать об этом. Безусловно, он об этом знал. Но это мания величия и мания такого преследования, какого-то преследования, конечно, его сопровождала буквально. Как у вас в музее относятся к Иосифу Сталину? Ой, там, наверное, отношения у людей там поделились на два лагеря, можно сказать, люди, которые действительно относятся положительно, так как человек вроде как выиграл войну. Самое первое, о чем вообще говорят люди, с чем я не согласен в корне. Почему? Кто выиграл войну? Советский народ выиграл войну, то есть люди выиграли войну. Есть кто поддерживает мою точку зрения, а есть те, которые говорят даже такие вещи, типа, давай мы это обсуждать не будем, есть много хуже людей там, и так далее. То есть не обязательно... Почему именно Сталин? Там, почему там не Берия там, или не Ежов? Там? То есть, ну, как бы Сталин это главнокомандующий был все-таки. На нем вся ответственность была за тех людей, которые здесь погибли, вот и все. Я слышал такие слова, что президента Академии наук Александрова на дне космонавтики как-то он сказал такие слова, которые меня очень поразили. Анатолий Петрович Александров был тогда президентом после Келдыша Академии наук. Он сказал, что если бы не были арестованы наши ракетчики и наши военачальники, то, может быть, совсем войны не было бы, или она не была бы такой длительной и такой кровопролитной. Понимаете, меня эти слова поразили, потому что действительно, конечно, и Сергей Павлович, и ракетчики, которые были арестованы, принесли гораздо больше пользы бы родине своей, чем они работали на Колыме и потеряли очень много времени. Понимаешь, как они устроены, сталинисты? Они начетчики. Им нужны все время цифры. Они копаются в них, копаются. Им кажется, что если они снизят порог вот этот вот жертв до какого-то приемлемого, то уже не так страшно. А все-таки были какие-то, значит, и виновные. Ну, наверное, были. Наверное, были. Ну, что такое политически виновный человек? Его надо сажать в тюрьму? Их не прошибает ничего. Так цифры и так же большие. Сейчас они появятся на весь экран, но цифры же огромные. 20... Они скажут, что они неверные. Они скажут, что это подсунули либералы. Они скажут, что это взяли с потолка Яковлев и перестройщики. Они скажут, что это вообще все придумали евреи. Они найдутся, что сказать, но они никогда, их не сдвинешь с места. Ты вот так вот упрешься, а он как был сталинист, так и остался. И будет ходить 5 марта не к Прокофьеву, а к нему. И будет вот эти свои гвоздики несчастные класть. Дело в том, что тут и на местах были варвары всякие. И он-то сдать и сдал. Сейчас, к примеру, вот Владимир Владимирович знает, что тут на Колыме происходит. Он выступает, что в деревнях открывать больницы надо, а у нас закрывают в Снегоре больницу. Ну, как это можно понять? Вот и кто в этом виноват? Не он. Ну, не он, да. А кто? Ну, не знаю, я вот ищу кто. Сталин же устроил геноцид настоящий в стране. Мы боимся этого слова. Ну, а как еще это? Как это еще назвать? Когда 38-й, потом 48-й, и еще задолго до того, как сдохнуть, еще 52-й или какой-то. Это я имею в виду всплески репрессий. Возможно ли повторение этой истории? А что история лечит? Что, грабли умеют спрятаться в траве так, что ты раз наступишь, два. И история учит только тому, что надо уметь их разглядеть. И никто не разглядывает. Кир, Артасеркс, Петр I, что может с ними? Они вписаны в историю, в мировую историю фигурами, которые изменили мир. Сталин в каком-то смысле изменил мир.
Во-первых, он его уполовинил. Ну, сейчас опять начнутся цифры. Во-первых, он его сильно подсократил, а во-вторых, он карту мира изменил. Не Ленин. Ленин только дунул и пожар раздул, мировая революция. А наша сегодня 1/6 — это Сталин. Он собиратель земель. Ты меня спросил про возможно ли повторение. Да хоть завтра. Почему нет? В истории все стремительно меняется. Несмотря на письмо к съезду, которое предупреждало всех партийцев о том, что эту фигуру нельзя ставить вообще во главе чего бы то ни было, Сталин быстренько с 22-го начал свой эксперимент над страной. Этот эффективный менеджер, когда мне говорят и про индустриализацию, у меня кончаются аргументы, потому что у меня сразу вырастает цена всего этого. Ну, цена. Ну, слушай, можно построить завод так, а можно построить, погубив... А мне говорят, а Петр Первый? Но Петр Первый никакого отношения к моей судьбе лично не имеет. А я поимел папу 46-летним. Мне больно было его терять, потому что в этом возрасте люди становятся дедушками. Я хотел иметь папу молодого. Многие заключенные и их родственники были уверены, Сталин не знал, что происходит в лагерях. Сталин действительно не знал? Сталин знал абсолютно все, что касалось репрессивной системы вообще и ГУЛАГа в частности. И лично подписывал расстрельные списки. Более того, именно Сталин определял вектор развития лагерной системы. Так, например, по инициативе Сталина в 1939 году в ГУЛАГе была отменена система условно-досрочного освобождения, в результате чего произошло резкое ужесточение режима содержания заключенных. По указанию Сталина было запрещено применять амнистию к осужденным за спекуляцию. Было введено наказание в виде 20 лет каторжных работ за побег из мест специального поселения. Ну а вот еще несколько документов, подписанных лично Сталиным. Откуда мнение, что все это перегибы на местах? Сталин не был в курсе. Это даже не мнение, то есть это миф о Сталине, да и в то время людей, когда, собственно, арестовывали, они тоже, есть это в воспоминаниях, как люди говорили, сообщите товарищу Сталину, Сталин просто об этом не знал. И даже освобождались люди, уходили из лагерей, тоже с представлением о том, что Сталин об этом не знал. Ну вот просто мне, имея психологическое образование, да, я, например, в этом вижу, что страна вообще после революции, после большого террора, после вообще всей репрессивной политики, после войны, она просто осиротела, в прямом и переносном смысле. В прямом, что действительно отцы, братья, деды, дяди уходили в лагеря, на фронт, были расстреляны. Просто страна осиротела. И вот образ Сталина — это как такой образ отца, который победил в войне, и благодаря его и пропаганда же на самом деле этому служила, и, наверное, отчасти до сих пор служит. И здесь это какое-то это формирование священного образа, да, и миф, мне кажется, вот отсюда это вытекает. А дальше это просто оправдание. Дальше все просто не приклеивается, и психика таким образом работает, исправляется, и говорит, да нет, это все фальсификация, или всего этого не было, или Сталин не знал. Дальше просто разные могут быть аргументы и разные формы отрицания.
Магаданская область — это меньше половины трассы Колыма. Большая часть этой дороги прикована к холодной якутской земле. Чтобы физически прочувствовать размеры нашей страны, хотя бы раз в жизни надо съездить именно в Якутию. Возможно, вы видели вот такую инфографику про то, какие государства могли бы поместиться на ее территории. Чтобы было еще яснее, Якутия — это больше Казахстана, больше Аргентины и почти что Индия. Если бы Якутия была отдельным государством, то она занимала бы 8-е место в мире по территории. В общем, общепит, про который здесь знают все. Кафе с замечательным названием «Куба», и известно оно как минимум по одной причине. 200 с лишним километров туда, 200 километров туда. Нет ни одной возможности оказаться в тепле и поесть. А здесь такая возможность есть. Это легенда, что сюда приезжал Том Харди? Ну, они ездили тоже там, то ли машины рекламировали, то ли сами просто катались там, что-то поездка в Сибирь или экстрим, или закалка Сибирью. Короче, что-то такое название, не вспомню точно, как называется, но они снимали. И как он, гуляш из оленины ел? Да, конечно, они ели, кушали в кафе. И как, кайфанули? Ну, нормально вроде. А их узнал кто-нибудь здесь, из посетителей? Я, короче, его сначала вообще не узнал. То есть Том Харди как бы, ну... То это есть мужик из-за океана. Я человека его много раз видел по, допустим, фильмах где-то, а что, как его зовут, там, как бы, ну, значения просто не придавалось, а потом только узнал. Круто! Это у нас сентиментальная схема, то есть у нас кинули кабель оптический, ну, интернет. Допустим, он идет. И это он вдоль трассы? Он идет с Якутска до Магадана, то есть сейчас тестовый кабель они положили. Ну и как бы есть же у нас народ, любители вот этого цветного металла или что, вредители. Мы специально повесили образцы, что там внутри ничего, кроме кевлара, стекла и чего такого, полезных металлов там нету. Ну, то есть, чтобы банально кто-то его не рвал, там на металл не тащил и еще что-то. И вы вот так вот показали? Да, то есть, вот, заинтересованные люди пришли, посмотрели, ну, может быть, из 10 человек 2 не оторвут кабель, уже хорошо, то есть. Почему кафе называется Куба? Ну, поселок раньше здесь Кубума был, и как бы, ну, все там, допустим, доехал до Кубы, то есть сокращенно называли Кубума. Ага. То есть поселок Кубума, и место просто называли Куба, то есть сокращенно. Кубума как переводится? Там какое-то красивое... Не знаю, что долина смерти, что ли, или что, там кто, все по-разному переводят, я очень красиво. Честно, да, дословно не знаю, ну, как бы ничего хорошего точно. Так что вот так. Ну и сокращенно Куба называли, и все. Потом, оказывается, на якутском языке слово Куба — это лебедь. Ну и как бы тоже красиво написано. Ну, короче, все вместе собрали, нормально получилось, красиво. Здесь полно медведей. Летом, да. Самый прикольный случай был, когда мы ехали с поляками. Уже от Тамтора до Эмикона. Там делали дорогу, и бульдозерист был якут с Тамтора. И он на этом бульдозере разравнивал гравий, который привозили, отсыпали дорогу. И повадился медведь один. Пришел, ему понравился трактор, не знаю, может быть, сам водитель этого трактора. Он просто садился на жопу в 10 метров от этого бульдозера и смотрел, как он работает. Реально, вот так садился и как человек просто. Как ребенок. Ну да, ему было просто интересно, и он стоял. А бульдозеристу, ты, блядь, реально не смешно ему, ну ладно выйти, поссать там, открыл дверь, поссал там с траков, да? Ну, бля, есть дела-то посерьезнее, посложнее в этой жизни, чем попысать, на. И... Ну, в результате пришлось, короче, забрать этого человека. И этот трактор там бросили на определенное время. Ну и заморозили его даже, он всю зиму там простоял. Но я как бы, эта история была рассказанная мне. Я сам не верил. И когда мы поехали с поляками, стоит этот трактор, блядь, сидит медведь около этого трактора, блядь, смотрит на этот трактор. Я вообще в шоке был, думаю, ну реально правда же, ё-моё. Ну такой, не здоровый такой, подростковый медведь такой, ну лет 5. Тинейджер. Да, тинейджер такой. Ну, уже все интересно там, что кого. Тебе нравится здесь жить? Да. Мне нравится здесь жить. Почему? Я здесь родился, вырос, меня прикалывает эта свобода, там, природа, рыбалка. Я кайфую от этого. Хотя у меня есть возможность уехать за границу. У меня родственники за границей живут. Ты немец? Я немец по национальности. Но я не поеду туда. Я там не смогу просто жить. Почему? Ну... У меня склад ума другой, бля, я не знаю. Там не хватает нашего русского распиздяйства, там, понимаешь? Я там как... Ну ты понял, о чем я говорю? Там все строго, все... Я с удовольствием езжу туда в гости, общаюсь с родными. Но чтобы ехать на постоянку, я там просто не смогу. Я даже знаю, что... Я даже пытаться не буду. Я там не смогу жить, все.
Итак, мы в Эмиконе, в самом холодном месте нашей страны. 71,2. Когда-то было и такое, но сегодня здесь гораздо теплее. Наслаждаемся. Ой, подождите, я забыла снять сережки. На улице холодно, а это металл, поэтому можно быстро уши заморозить. Так-то мы якутки с ушами носим, это шапки зимой. Тогда сережки нужно одевать. А если так, то она сразу замерзает, и уши можно заморозить. Поэтому, когда короткую шапку одеваем, то оставляем сережки. Индия, вот женщина в прошлом году приезжала, купалась. Она индийка. Да. Купалась в незамерзшей... Индигирки. Ага. У нас есть талая вода, вот, которая из-под земли теплая вода поднимается, и она льдом в 60 градусов не закрывается. Такое открытые места есть у нас в Индигирке. У вас была мисс Вьетнама? Да. В Новый год она встречала со своим парнем. Парень фотограф Санкт-Петербурга был. Он ее пригласил на Новый год и дал это как бы подарок под шествие по полюсу холода. Они здесь Новый год встречали. Еще одна пара была, но они чуть пожилые люди, но около Стеллы сделал предложение выйти замуж. Откуда они? Они с Австрии были. Из Австрии? Ага. Но и Она согласилась? Согласилась. И даже приглашение на свадьбу они а потом отправили. Вам? Да. В часе езды от Аймикона поселок Тамтор. Именно здесь закончилась ссылка писателя Варлама Шаламова. Он провел на Колыме 15 лет и несколько раз находился в шаге от того света. Но сочувствующие медики возвращали его к жизни. Когда Шаламов попал в больницу во второй раз, его не только спасли, но и обучили профессии фельдшера. Он начал работать в различных поселках Колымы. Шаламов оставался на этой работе в течение 2 лет после окончания своего заключения, потому что нужно было заработать на обратный билет на Большую Землю. Последние годы он провел именно в Тамторе, потому что здесь находилось единственное на сотни километров отделение почты. Переписка, в первую очередь с Борисом Пастернаком, была окном Шаламова в свободный мир. Знаете, меня всегда очень часто спрашивали, особенно иностранные журналисты, был ли тщеславный Сергей Павлович? И какое отношение он сохранил к своей стране, которая его так наказала, понимаете? Он был патриотом своей страны, в полном смысле этого слова. И его тщеславие заключалось не в том, чтобы его как-то хвалили, а в том, чтобы первый спутник был наш обязательно, чтобы первый человек в космосе был русский человек, чтобы первый выход в открытый космос был совершен тоже нашим космонавтом, именно нашим. Он был патриотом своей страны. Я могу вам привести в подтверждение этих слов слова, которые он написал ко дню моего совершеннолетия. Это было 5 апреля 1953 года. Мне 10 апреля я родилась. Он был тогда на полигоне Капустин-Яр. 10 апреля 1953 года мне исполнилось 18 лет. Он написал так. «Наташа, через несколько дней наступает день твоего совершеннолетия, и ты по праву можешь считать себя взрослым человеком. От всего сердца приветствую тебя в этот день и желаю быть достойным гражданином нашей великой Родины. Несмотря на тяжелые испытания, которые мы все вынесли за минувшие годы, ни на один миг наша Родина не оставляла заботы о тебе. Как ни было трудно, ты росла и училась, и жизнь для тебя была светлой. Помни об этом всегда, и всегда люби нас, народ и землю, на которой ты выросла. Этого я тебе желаю во всем и навсегда». Это напутствие я повторяла своим внукам, которым исполнилось тоже 18 лет. Это слова истинного патриота. Он любил свою страну, как, может быть, другие даже не любили ее. К
финальной точки нашего путешествия, Якутску, мы добрались, когда солнце уже село, поэтому не успели заснять главную местную боль — переправу через реку Лена. Но это можно увидеть и на фотографии. Якутск — большой, 300-тысячный город, отрезанный от всех российских дорог, в первую очередь от трассы Колыма. Зимой здесь переправляются или личными авто, или катерами на воздушной подушке, летом — паромом. А вот когда лед уже недостаточно крепкий, а навигация еще не открыта, Якутск живет в изоляции. В том числе, потому что все внимание, энергия и деньги на тот мост, что в Крыму. Вы сказали, что страх пропитал настолько тогда всю страну. А последствия этого страха вы как-то видите в русском народе сейчас? Ну, под русским народом я всех имею в виду. Нет, твое поколение совершенно свободно от этого страха. Ага. Я просто это знаю. А во мне он сидит, ничего не делает. А как это проявляется? Да по-всякому. Волнуюсь я. Как бы чего не вышло? Как Ну, бы вот чего я не сказал? Вчера, например, сказал... Нет, не вчера. Вот на Дысе. Пусть говорят, когда они там загалдели все, там передача была мне посвященная. И я говорю, ну что вы как в Думе этот самый галдите? Давайте по одному, я ничего не расслышу. Ну и все, и забыл. А сегодня утром я директору говорю, слушай, а я вот сказал это... Что вы как в Думе галдите? А сейчас же закон какой-то там, нельзя их обижать, оскорблять. А он говорит, а какое это оскорбление? Я говорю, ну они же там вроде уже не галдят. Представляешь, вот мне про что надо думать-то? Больше не о чем? Нет, страх — это штука липучая. К сожалению, мы выросли в этом страхе. Некоторые из тех, кто досмотрел наше видео до конца, скажут: «Дудь, ну вот чё тебе этот Сталин? Чё ты так часто о нем говоришь? Тебе же недавно сказали, в чем одна из главных проблем России. В том, что она живет прошлым, что до сих пор постоянно обсуждает, был Сталин прав, не был Сталин прав». Мы проехали трассу Колыма не чтобы обсуждать, прав Сталин или нет. Дать правильный ответ на этот вопрос совсем несложно и без нашего участия. Мы проехали трассу Колыма, потому что это не про наше прошлое, это про настоящее. Страх — это штука липучая. Страх — главный враг свободы. Не бояться ничего — значит быть отмороженным и глупым. Но бояться шороха, взгляда и, самое важное, собственного мнения — значит не рисковать, не интересоваться новым, не развивать себя, свое окружение и свою страну. Мы проехали трассу Колыма, чтобы напомнить всем две простые человеческие ценности. Вообще они базовые, но у нас о них часто забывают. Не бойтесь, уважайте себя. И, возможно, тогда периодов, когда к людям относятся хуже, чем к животным, у нас в стране больше никогда не случится. Всем мир!